Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. I wanna taste your content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music to Hello guys, burns out. how are you? Nice to meet you everybody. How are you? С вами DJ Avalonius. Насыщенные были эти выходные дни, просто невероятное количество всяких записей, я просто в шоке и в ауте, я не знаю, что смотреть, куда делать и что творится. Так что мы продолжаем просто рубить и наслаждаться великой энтропией, мать ее за ногу. Тут я запутался, где мои деревья? Короче, я не знаю, у меня осталось совсем чуть-чуть. Всего лишь 2 часа 18 минут. Так что мы еще слегонца порубим. Сегодня. Пока хорошая погода. Видите, я весь во свете, как говорится. Я узнавал. Рубить можно, если общаешься, охотишься. Это не воспрещается, рубка леса. Главное, чтобы вы не были в оффлайне, когда крафтите, допустим. И все будет зачепись. Всех благодарю за поддержку, за просмотры, за подписочки и так далее и тому подобное. Если что, кому интересно, спрашивайте. Я, конечно, вот человечка я не понял, почему человечек так долго играл, стримил на ютубе и начал заново. Столько времени было потрачено зря. Сколько скиллов было вкачано зря, то просто взять все вот так вот, вычеркнуть из своей жизни, была не была, и заново начать. Для чего? А какой итог? Все равно скиллы одни и те же, игра одна и та же. Как ты ничего не делал, у тебя все растет потихоньку. Не понимаю я. Здесь в любой момент можно все изменить и делать как ты хочешь, а брать все, начинать заново, я считаю, это, не очень разумно. Зачем? Ты так уже потратил не 1 год в игре, и потом начинать заново играть. Мне это, к сожалению, непонятно. Работы пока нету. Все бабки слил на детей, так что приходится опять рубить лес. Стали мы с вами лесорубами, так сказать. Когда не думал, что я буду лесорубом, закончив физмат.
Ой, сумасшествие. Если где-то у кого-то кому-то плохо, приношу свои соболезнования и сочувствия тем, кто пострадал и невинно отбыл из этой земли в лучшие миры, надеюсь. Потому что мы же не знаем абсолютно все, где что происходит. И когда где-то происходит что-то плохое, мы стараемся хотя бы морально поддержать, энергетически, так сказать. Потому что не у всех всегда все хорошо бывает. Такова жизнь. Ибо мы голые пришли, да и голые уйдем, ничего с собой не забрав, кроме знаний, если они останутся у нас. Так, что у нас происходит в хофф-листах? Хардкор у нас побахнул на 1400 баксов. Глобстер Сталкер. Марсимекс 1000 баксов. И Фаливрин бабахнул. Молодчик. Так, пока, наверное, пошла реклама кому-то. Но я ее лично не вижу. Я пока порублю немножко. Блин, да только я ж был, отдавал, и опять у меня 96. Что у меня происходит? Вроде ничего с собой я не таскаю. Откуда у меня столько веса? Ничего нету, пусто. Ничего нету, а столько весит. Я не понимаю. 91 килограмм. Короче, самое лучшее здесь, на Нексте, по-моему, это рубить деревья. Чисто на изи. Маркапа нету, но вот такие деревца хорошо продаются. О, упали в цене. Были 160-170. Я сейчас не знаю, вот удивительно. Недавно у меня он купил. Сейчас его нету в сети. За 140% маркап он покупает. А как? Когда были 180, он покупал за 140, а сейчас 150%. Хотя бы за 120, за 130, если ему сбагривать, было бы, конечно, неплохо. Постружка. Это у нас Мунборн. Я уже как бы свое отстримил 12 часов в месяц. Это так. Релакс. Вчера так я не смог выйти в эфир. Потому что слишком много было наплыва. Я не стал еще докучать своим присутствием. Пускай они уже постримят в эти выходные, насладятся, так сказать, общением. А попозже подойду. Не страшно. А то все стримят одно и то же. Нет, в очередь. Кто-то другому рейды кидает. Я закупился. Я не пойму, откуда у меня столько этих пил. Я ж вроде 95 я отдал ТТ. И опять купил пилы. Я рублю на 95, я уже ничего не кручу, я просто по кругу кидаю в ТТ, покупаю пилы, опять кручу, опять в ТТ. Ну и как бы особо баланс, конечно, не растет в гору, но и не уменьшается, так сказать. Я не знаю, играть в этот в PUBG, что я не хочу, слишком уж сильно будет напрягать он мою матушку. Ну его нафиг. Он все-таки как бы бэушный, правильно? Процессор бэушный. Неизвестно, сколько он использовался. Да по их словам, он там недолго использовался. Так же, как и видеокарта. Я купил ее, я уже говорил. Я думал, она чистенькая. Сказали, она обслуживалась. Я думаю, ну, если так, то хорошо. Если вы продаете там за 7000 рублей, я возьму Asus Turbo бэушку. Открываю, вот чуяла моя задница, а там грязь. Как она могла обслуживаться? Мне пришлось самому почистить и поставить, смазать. Не люблю, когда обманывают. Ну что поделать. Я же не знаю, сколько она использовалась, где она использовалась, сколько времени. И вот так вот она будет, если под постоянным напряжением каждый день находиться, в любую секунду она выйдет из строя, и все, мы потеряем стримчанс.
А энтропия, она особо не требователь. Вот у меня вот эти вот, какие у меня графики. High, 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 medium, 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 medium. Ну, я не буду сейчас делать все в high. Я могу сделать все в high, но и для чего это нужно? Лишнее просто это, так сказать, нагрузка будет. Если было бы все новенькое, то, конечно, можно было бы загрузить, чтобы она как бы раскочегарилась. А это уже бэушка. И здесь графика не нужна, это не Starfield. Это не такая игра, чтобы там требовать графики. Так что мы пока ждем CryEngine 5, не знаю, будет ли, не будет ли. Пока они сделают 5, уже будет, наверное, 7 или 8, а может никогда ничего не будет. Приходится только гадать и ждать. Тратить опять свое время. Так что вот так вот. Welcome to everybody. Сегодня просто утречка, я понимаю, что людей мало, все работают, отдыхают, спят после выходных. Кто-то в записи смотрит там СНЗшку под шофе. Кто-нибудь еще. Яматыча, хохотунчика. А так очень мало у нас комьюнити. Или серга. С виксонами. Я в конкурсах поучаствовал. И хватит. Ну, здесь чем удобно, здесь рядышком есть и такие деревья, их удобно пилить. Надеюсь, о, блин, я думал сейчас хорошо попилю большое дерево, оно взяло и исчезло. Да ё-моё, а. Так-то быстро нельзя исчезать-то, ё-моё. Очень трудно найти деревья. Я специально бегал, искал только большие деревья, вообще не могу найти, очень тяжело. Они редко что ли спавнятся или не знаю как. Максимум, что я мог нарыть, 25-35 деревьев. И то очень быстро стирается эта вещь. Просто невероятно быстро стирается и ничем не окупается эта вещь. Так что особо не советую я пилить вам большие деревья или пилить все подряд. Да, это чуть дольше отнимает ваше время, но зато вы не будете уходить далеко в минус, если вы будете рубить маленькими деревьями, маленькими пилами. Вот такими вот small tree, видите, max wood, то есть он может только типа маленькие деревья пилить. Если вы будете пилить средние деревья маленькой пилой, то добра от вас в игре точно не доведет. То есть у вас, конечно, нет там миллион пет, или 100 тысяч пет, или 10 тысяч пет. Так пофиг. Если нужно быстро прокачаться. Так особо, если вы никуда, у вас не горит, можете спокойно побегать, порубать. Для чего это я делаю? Ну, мало кто понимает. Скиллы растут. Было у меня 128 тысяч, уже 130 тысяч. Когда я прилетел, за месяц я набрал почти 8 тысяч скиллов. Ну, 130 было, 122 тысячи было, когда я прилетел. В июне, что ли, когда я с июня месяца здесь. Или, ну, нет, рублю я с августа месяца, по-моему. С начала августа или с июля, с конца июля где-то. Чем раньше начнете, говорит, тем лучше. Но это очень нудно. Поэтому лучше или смотреть что-нибудь, какой-нибудь фильмец на втором мониторе. Или аудиокнижку какую-нибудь слушать. Ну или какие-нибудь передачи слушать. Так, сколько у нас осталось? 2 часа? Даже меньше. Да, нет, ровно 2 часа 7 минут осталось. Нормально. Что делать с утра? Работы нету, заказов пока нету, все отработал, все, что мог. Все потратил, все, что мог, теперь да. Отдыхаем, так сказать, на изи. Но я до этого уже порубал 3 часа, осталось 2 часа. Еще у меня 5 штучек есть, таких вот. Больше пока я тратить не буду, если они очень дорогие, потому что, может быть, становится 30% на 5 часов. Juice. Ну, это прикольная альтернатива тому, чтобы не тратить деньги на донаты там через что-нибудь. Можно покупать прямо через аукцион.
Через аукцион можно покупать, это классно. Но дорого. Я специально костюм одеваю для бега. Он быстрее, видишь, скорость, спид. Колечко я продал, я у дрона покупал колечко давно, потом я продал это колечко. Там 20% скорости бега, или там 15%. Потому что если будет кольцо на 15% бега, а костюм на 10, 10 плюс 15, 25%, 25 скорость шмоток. И от бижутерии. Выше 25 не получится поднять. Есть, конечно, еще за дели токены плащик хороший, но он много дели токенов, надо, не знаю, года 2-3, наверное, посидеть, если не больше, чтобы скопить такую сумму на бонусных дели токенах, чтобы взять себе плащ на бег. Ну, это смысл. Сейчас еще пойдем кабанчиков постреляем. Иду, у меня там патрончиков хватит немножко. У меня таких диких оборотов нету, мы пока ничего не стреляем, мы пока мало изучаем мир. Понятно, что я был на всех планетах, но я всех мобов, конечно, не стрелял. Не было такой возможности, так что Бог даст, будет все впереди, чтобы можно было пострелять, кодексы поделать. Но пока у нас немножко другая цель, так сказать, до НГ. Хотя для меня Новый год наступает, если честно, осенью. Как по старому календарю. Как урожай собрали, так и они как бы начинается у них Новый год после сборки урожая. А потом уже все начиналось видоизменять. Новый год перенесли почему-то на зиму, на собачий холод и так далее. Приравняли к этим елочкам всяким. Я когда маленький был, тоже ничего не понимал про таких елочек, про эти. А потом меня не... Ну, откуда это пошло? Я потом себе начал задавать вопросы. Кто елку придумал наряжать? Зачем эти всякие гирлянды? Ну, украшать хвойное дерево. Для чего это? Непонятно. Для чего? Что за язычество? Оказывается, истоки шли от древности, когда они задабривали, оказывается, боялись ходить в лес, что ли, не знаю. И ну, как бы это грубо не звучало, да, внутренности животных они развешивали на деревьях, ну, потому что они не понимали, почему все деревья осенью свою листву сбрасывают, а хвойные деревья, елочки нет. И вот они не понимали, думали, что в этих, наверное, елках живут какие-то там духи леса. И они их задабривали этим, что они вешали внутренности животных, там всякие туда почки, сердечки на это дерево. А потом это культурно в праздничек заменили гирляндами и всякими шариками разноцветными красивыми. Вот так вот. Откуда истоки, говорится, растут. Поэтому я особо никакие праздники не праздную, и мне вообще до лампочки, и мне и без них нормально. Допустим, зачем я должен целый год ждать, чтобы там выпить там шампанское, или целый год ждать, чтобы оливье поесть, или целый год ждать, чтобы кому-то подарок подарить. Я считаю, это тоже как-то немножко непонятно, как человеку мне. Зачем ждать целый год, когда это может делать раз в неделю, раз в месяц или чаще. В ожидании чуда, в ожидании дня, мир потихоньку сходит с ума. К сожалению, голоса у меня нету. Слух, может быть, есть небольшой, а вот голос, к сожалению, мне не дал. Нравится Фредди Меркьюри, группа Queen. All must go on. Скэтмен прикольный чувак. Проснулся знаменитым, да, в 50 лет. Скибери-бери номером джуб. Скэтмен's World. Добро пожаловать в мир Скэтмен. Много талантливых. Еще есть тоже талантливый певец Боссон. Он сам себя спонсирует, сам себя продюсирует, да. Спонсор, продюсер. И сам себе и певец, и на дуде и игрец. Правильно, зачем делиться, когда ты можешь, как говорится, если ты крутой, все можешь делать сам, ни от кого не зависеть. А может, это жадность, хрен его знает.
guys, nice to meet you, everybody. How are you? Опс. У меня пропала музыка. Сейчас. Скучно, скучно. Пока деревья рубить, никакого контента, к сожалению, нет. Слить можно денежки все быстро, а вот поднять на торговле, сидеть, ждать опять, не хочу. Все платят, денег нет, торговля стоит, никто ничего не идет. Так не торгуйте, рубите, скиллы набивайте. Адмузончик, так сказать. А свое как бы набил уже на этот. Админ сказал, что типа все нормально, говорит, не переживай. Рубка, говорит, это нормально, если ты, говорит, совмещаешь там с охотой. Ну сейчас здесь мы попробуем срубить. Я сейчас пойду сдам деревья. Если деревья кончатся, пойдем обезьянок немножко лупить там. Или пойдем квест поделаем, постреляем. Или можно потом уже, когда у меня скилл гейн кончится, потом побить этих. Если у меня работы срочной не будет, меня не дернут никуда. Это любят начинать мне писать, когда я стримлю. До этого, когда я не стримлю, вообще никто ничего. Какой-то закон подлости. Так, где мы находимся? Так, нам надо вон туда. Нам надо вон туда. А раз я, по-моему, 90 пил купил, у меня было 89 пет приход. Ну, из 90. Эти 90, 89 там продал, взял пилы, пошел рубить. А смотрю, случайно открываю инвентарь, я забыл, Слепнира. А там у меня еще досок на 7 пет лежит. Это же получается сколько в итоге было, я так и не понял. Ну, когда вижу хуг, я его пилю. Что ж поделать. Когда хук вижу, я его пилю, а так нет. Сейчас добежим. Так, значит, здесь деревья еще есть, нормально. Пока жить можно. Сейчас вниз прыгнем. Я все закину. Я не понимаю, почему так много веса у меня. У-ху! Так, вроде здесь пусто. Давай сюда. О! То, что доктор прописал. Свобода. Ну, конечно, стримить на 3 платформы с одним монитором, с одним чатом. Все равно идет нагрузка нехилая такая на видеокарточку старенькую. Я вам бывший взял телефон Honor в кредит. Я говорю, а что здесь такого? 400 рублей в месяц платить, а ты 1000 рублей будешь 1,5 кидать. И быстрее расплатишься, 30 месяцев. То ты будешь пользоваться нормальным новым телефоном и не париться. Это удобно. Если сумма кредита небольшая, там до 15-20 тысяч рублей, зато там большой срок погашения. Если у вас там минимальный платеж 450-500 рублей, а ты кидаешь 1500 в месяц, то это, в принципе, приемлемо. Ты работаешь, и ты стабильно зарабатываешь. А выше уже не советую брать. Выше уже не так просто. Так, у нас опять хук. Отлично. Только где он? Вот этот. Лонг. Мунлевод. Блин, тягал пакеты, домой принес, и у меня пропала у среднего пальца, блин, на левой руке чувствительность. Чуть-чуть на кончике. Не знаю, неужели так я передавил себе сосуды? Или что там было? Я особо, ну, как онемение такое небольшое есть на пальце. Ох. Здесь прямо радует меня столько деревьев. Далеко особо не ходить никуда не нужно. Как говорится, в пешей доступности. Руби не хочу. Так, я там, по-моему, видел деревья.
И скорость, походу, лупит этих на Кирене. Так, сейчас, секундочку, подойду. One second, please, everybody. Да. Reality TV. Что там они жестко слились, да, наверное, вчера в пещерке на этих неомекс, нубомексах. Может быть, мобы и хорошие, но нужно иметь, наверное, 5-10 без рискового, чтобы их там крутить. И то нужно крутить, имея определенные скиллы, чтобы тебе хватало, чтобы тебе там не было ни 60, ни 70 просадки. До 90, если до 95 бы отдавало в пещерке, было бы неплохо. А когда маньяк орёт: не видите? Игра вам что показывает? Уходите отсюда! А они продолжают молять этих мобов. Да, с такими процентами. Но очень много времени тратится здесь. В других играх, конечно, можно было бы зарабатывать гораздо больше. Если, конечно, прямо цель стоит, прямо зарабатывать деньги в играх. И можно и в World of Warcraft зарабатывать. На бусах там и на подземельях. На всяком таком. Но это как уже работа, вот это не игра, это уже будет такая сидячая работа. Также и в Stalker онлайн тоже. Но долго там качаться, 2-3-4 месяца, чтобы там выйти на определенный уровень. Проще, быстро можно было бы купить персонажа и сразу зайти на черный лес, да и войти в клан какой-нибудь и фармить перелег, там и багуешь, короче, и лупишь. О. Там PvP зона. Ты так будешь полдня сидеть, баговать, стрелять. Вышел за угла, тебя очередь дали, грохнули, и все твои пожитки, как говорится, в себе в карман переложили, сказали спасибо, фраер, и пошли дальше. Такой тоже, наверное, там есть. Там война, тоже большая PvP-зона. Там есть караван еще, я даже на караване не был, но в Черном лесу не был. Ну а там, в принципе, одни и те же локации, просто животные мощнее, и все. И PvP-зона. Никого не щадят. Поэтому я пока ее стер. Там слишком стало по-другому все после видоизменений скиллов. Они сделали или качай медика, или качай охотника, или качай ПВПшера. А как мне быть? Что мне нужно? Три персонажа, что ли, иметь? Это как нужно каждый раз перезаходить за другого персонажа, перекидывать вещи с другого. Это уже какая-то не игра, а какое-то сумасшествие там. А чтобы сделать гибрида, нужно чем-то жертвовать. Или хабаром жертвовать, или силой жертвовать, или лутом жертвовать, или чем-то еще. Так что там можно сделать гибрида. Более-менее, допустим, чтобы он и в ПВП более-менее себя чувствовал нормально. В ПВЕ, чтобы он лутал вещи. Но что-то как-то от старого сталкера там осталось совсем чуть-чуть, как сказать. Ну да, там красиво, может быть, погода сделана, атмосфера, не более. Раньше, конечно, только люди могли мечтать о такой графике в онлайн-играх. Сейчас уже онлайн-игры такую же графику имеют, так же, как и офлайн. Так что это уже шаг пройден, так сказать. Так, ну что, побежим по кружку с этой стороны. Мы с этой стороны никогда не бежали.
Так, что у нас по заказикам? Ничего нет, но ничего нет, но... О, опять хуг нашел. Нет, этого бей. Вот здесь руби. Да не лезь, здесь ларж. Ларж нам не нужен. Блин, у меня уже 15 пет осталось, опять половина стер. Но он много стружки выдает, поэтому его особо невыгодно использовать. Вообще может от него избавиться. Если не намерены искать большие деревья, то лучше вообще его не брать. Можно спокойно на ТТ пилить. У него просто скилл, наверное, повышенный немножко, видимо, да? Sussex Raid, ранж 1. Skill Increase бонус 6-10. Вот он. Пук. Стой. Два раза уже сделали. Один раз потеряли, 3 раза сделали. Вот этого большое дерево нашли. 4 раза, отлично. Давай пятый. Отлично, пятый, давай шестой. Ах, на шестом уже ушел. Ну, нехорошо. А так, если только искать длинные деревья, это очень долго, нудно. И тогда уж точно будет совсем уж туго. Значит, Арактропия, правда, была информация насчет Невердая этого. Что там 1% сделали из-за того, что там происходит, наверное. И не хотим потерять Арактропию как планету. Просто, может, ее переименуют как-нибудь. Или оставят как есть, 1% и все. Будет все как прежде, ничего трогать не будут. Пускай остается. Люди уже к ней привыкли. Там тоже люди фармят, как ни крути. Если новички даже потеряют 400% шестеренки, они там переделают чертеж и уберут всех мобов. Там же и вампиры есть, там зомбики есть, там разные персонажи интересные. С топориками там бегают всякие волки, тоже оборотни, прикольно. Там необычная, конечно, планета, не похожа на остальные. Поэтому не хотелось бы ее потерять. Но все равно нормальная планета все-таки. Сирена больше имеет возможность там на броню, на платы, на кучу квестов, на бейджики, на стволы, всякие апгрейды. Я там уже собрал 200 кубов, все собрал. Мне лишь осталось выбить с моба один билетик анлимный. Мы могли бы сделать пушку анлимную. Мог, конечно, бы ее себе оставить, а мог бы и продать. Но я сколько там крутил, каждый день по 50, по 100 пет на этих мобах. Очень жадные и не давали мне этот лут. Понятно, что он рандомно может выпасть, там, в волну, не в волну. Билетик есть лимитный, а есть анлимный, вот нельзя перепутать с этим. Ну, как раз у того челика, кто заново начал, у него как раз видео есть на эту тему. Если кому интересно, могу скинуть ссылку. Я не знаю, я вот чат вижу на ютубе, да, что 2 человека. Но если что-то они пишут, пока если они не пишут ничего, значит ничего никто не пишет. Потому что каждый раз приходится мне в снипчапе изменять данные. Иначе ни хрена не работает.
Так, там мы не пройдем. Возвращаемся немножко назад. И пойдем поверху пока чуть-чуть. Здесь по кругу мы бегаем. Здесь вот эта медуза живет. Там у нее инстанс проходит. 6 шагов, чтобы ее там вызвать. Сперва бьешь приспешников, потом появляется в конце там она. Медуза Гургона. Уже древняя Греция типа. Иногда на полу валяются всякие штучки интересные, можно находить. Ой, это как? Застряли на дереве, что ли? Эй, что происходит? Вылазь. Сейчас упадет или нет? Сейчас дерево исчезнет, он должен упасть. Так прикольно сделал. Давай падай. Он не упал. Мы застряли, ребята. Все. Все, мы застряли, мы ничего не можем сделать. И не можем ничего рубить. Все, видишь? Он дергается и ничего не может сделать. Он не может ничего делать. Смотри, что он делает. И не прыгнуть не могу, ничего не могу. Блин, хотя бы мог бы рубить, но и даже и рубить не может. Все, застрял. Челик застрял, смотрите. Вот он. О. Давай посмотрим, может он сможет выпрыгнуть отсюда. А если, допустим, переодеться? Не получается. Даже если и слепнир не поставить здесь. Здесь ничего нельзя поставить. Ни квад, вот здесь не разрешается. Зона такая, она противная. И ничего нельзя сделать. Только лишь нажать букву Т и ждать 1 минуту. Вот так вот прыгнул в кусты. Я думал, что он порубит, а он ни хрена не рубит. Так, а если, допустим, переключить? Вот он крутится. Он крутится, но ничего не может сделать. Вот такая вот багованная, блядь. Ничего не может сделать. О! Давай, прыгай. Нет, он застрял, походу, в пикселе. Ничего не получается. Иногда бывает у него, как бы, ну, получается выйти из этой ловушки. Но очень редко. Он застрял в вот этой ветке. Вот прыгать он может, и он застрял. Вот. Ветка застряла. Ладно, не будем тратить время. Бывает, что иногда можно было спрыгивать, иногда нельзя. Так что вот так вот. Нажимайте буковку Т, и она вас телепортирует. Это бывает редко, но метко. Главное не нажимать вот сюда и все. Або прерывание. Прервать процедуру телепортации. Teleporting to Herbie Review Terminal. Он сразу кидает вас туда. Странно, почему туда кидает. По идее, он должен был кинуть телепорт, а он кидает туда. Ну ничего страшного. На скилл кончается. Понятно, что 30% не 50%, но все равно хоть что-то. Если будет 50%, я еще куплю. Если там осталось вообще. Иностранцы не понимают, почему мы рубим деревья, да? Ну, так вот вышло. Нам нравится заниматься лесозаготовкой на зиму.
Чтоб чем было баньку потопить. Ну, он сколько там секунд рубит? Если он по взмаху делает 2-3 секунды и умножаем на 8 там или 7 взмахов, получается сколько? Трижды 8, ну, почти 30 секунд свободы. Так вот раз, и он сам бежит, сам подбегает, сам начинает рубить. Ничего не делаешь, можешь массаж сделать кисти, разомнуться, привстать. Что угодно можно делать. Он очень долго рубит одно дерево. Фикс на Вито, по-моему, быстрее стрелять. Ну, геология скоро будет 1900, вот до 2000 хотя бы довести геологию. Можно было ее потом ее продать, если она будет не нужна нам. А раньше геология у меня была 700 или 600, вообще маленькая была. Она по копеечке, потихонечку растет скилл. Разные. Поэтому рубка вещь интересная, но очень время затратная, так сказать. Время затратное. Не по деньгам, а чисто по времени. Когда много свободного времени есть, там выходные дни, можно часов 5 порубать. Закупаетесь там на 90 пет. Пошли лупить. Под музончик или под аудиокнижку какую-нибудь. Блин, надо второй монитор иметь, конечно, но в эту квартиру пока ничего в старую не хочу, никакие мониторы новые, ничего. Так переезжать с этим скарбом уже надоело. Кресло с собой таскать, мониторы, компьютеры, детей, кошки, елки-палки, это катастрофа. Так что здесь особо никакого контента, к сожалению, пока нету. Может быть, попозже я заведу этот шарманку вечерком, если получится. Как называется? Киберпанк. Ну, киберпанк мало смотрит. Но я хочу посмотреть, что это за киберпанк. Я думал, что он у меня не пойдет на 13-летней матери. Нет же. Пошел. Конечно, может, качество оставляет желать лучшего, потому что нужен битрейт. Все-таки на ВК Play надо битрейта хотя бы 1015. А если я делаю 15 тысяч битрейта, у меня начинает все захлебываться. Может, надо сделать отдельно 5000 битрейта, допустим, пустить на YouTube. Минимально 6000, там сколько битрейта принимает Twitch и ВК Play. Сделать, допустим, 1010 отдельно битрейта, на него пустить и проверить. Но это нужно сделать какой-нибудь такой потом тестовый стрим и посмотреть качество видео, какое будет записано, нормальное или ненормальное. Нужно тестовый стримчик провести с разными битрейтами. Но что-то не так, мне хочется этим заниматься. Не то, что лень, то, что мы же не стримим, как бы этот, это там нечто вау, из ряда вон выходящее. Здесь графика не важна. Важен процесс накопления скиллов. В любой момент можно взять и вывести. Купил ейсик и вывел. Потеряешь, правда, на маркапе ейсика и все. Да, фруктиков подбрасывает, я их туда складирую. Неплохо так.
пилончики всякие, арбузики попадаются. Но квесты я особо на хан пока не делаю. Я вот думаю, как мне приобрести чип, который экономичный. Нужно на него тратить деньги. Он же вроде не сильно хилит, а чуть-чуть хилит, совсем по чуть-чуть. Пускай он будет экономичный, но он очень мало хилит, мало подхила дает. Но он определенное время дает. За вот эту миссию, галактику. Я первую сделал, вторую сделал, третью сделал, четвертую я сделал. Я должен сдать последнюю пиратам миссию. Адреналин Ойл на 1000 пет надо сдать или на сколько. Потом надо сдать еще этих штучек, которые падают в яме. Или эти штуки еще походу падают с космических мобов. 200 штук. А эту 200 штук при маркапе 117, сколько они стоят? 17 700, там около 2000 пет. В итоге уже 3000 пет выходит. И потом там еще нужно мобов каких-то валить. И короче, я пока забил. Знаю, если надо будет прямо очень срочно, деньги можно найти там за 4000 договориться и взять этот чип, если он так он тебе необходим будет в охоте. Понятно, что он будет колебаться от 3500, 4500 до 5000 может быть. В таком небольшом диапазоне. Может стабильно будет держаться цена, я не знаю. Я за его ценами не слежу. Но я потратил, конечно, и Animal Muscle Oil я потратил. Получил вот такую штуку. Коин такой галактический. Дали мне зелененький. Потом дали мне желтенький вот такой давали. И за Вимбранд Свит Acep Mission. И вот там походу потом пирату отдаешь Адреналин Ойл. Но это Адреналин Ойл в принципе можно самому набить на Калипсо. На этих. Недельку посидеть или меньше. На грибах. Но они, зараза, очень сильно бьют ядом. У меня нет защиты от яда. Покупать платы ради яда не очень хочу. Поэтому я тогда потом этот Адреналин Ойл я продал. 600 пет я накопил. А потом там будет какой-то дедушка Дрит Костомирчик. И вот там есть около Рактропии база космическая. Там могут ПВПшеры сидеть. Они могут подстерегать тех, кто туда летит сдавать эту миссию галактику. Лупить и забирать этот лут. По-моему, этот лут тоже ПВПшный. Так что там тоже риски есть 50 на 50, что пока ты будешь лететь на базу миссии галактики, тебя собьют и заберут у тебя все, что у тебя есть. Так что здесь космические пираты тоже бодрствуют, так сказать. В надежде урвать свой лакомый кусочек. Пару раз меня сбивали пустым. Но вот с лутом, слава богу, не сбивали меня. Но я на слипе летал. Аркадии. Лутанный. Страшно было реально. 250 пет я вез и 300 лута. На Калипсо. О, страшно. Летишь, думаешь, сейчас собьют и все. Потерял все это время, то, что ты копил. Ну, это глупо, конечно. Лететь там с 200-300 пет. Ну, лучше там заплатить 10 пет, там, да, или 15 варп, или там вообще подождать в воскресенье. Есть бесплатный варп с Некста до Аркадии, до Сирены и до Калипсо. И все нормально будет, и ничего не потеряете. Ну, кому-то, наверное, приспичило. А вот когда я на квад пересел, меня 2 раза сбили. При том, что я имел свои пушки, а он ко мне сзади подлетает и начинает меня лупить. Ну, я уже не стал разворачиваться, тоже стрелять в него. Потому что какой смысл, когда у меня уже ХП начало отниматься, а я был пустой, меня ничего не заберешь. Ну, а он потом, когда видит, что он убил, и он ничего с меня не слутал, начинается поток брани идти в мой адрес в личку.
А я говорю, ну вот зачем ты это сделал? Ты потратился на меня и ничего не приобрел, только потратил время, нервы и патроны. Он, конечно, рискнул и проиграл, так сказать. Он что-то начинает писать там по-американски, там, по-английски, там, fucking great, там, сушка, там, то такое, всякое. А я лол, лол. Кто-то не попадается, лутанный, кто-то не попадается. Кто-то знает, как правильно летать, вниз опускаться или наоборот вверх лететь, чтобы там никого не было. В основном они курсируют, пираты, между Калипсо и Монрией, ловят заблудшие души. Или кто на Фому летит, или кто с Фомы летит. Допустим, кто-то хофнул там на Фоме, или там глобнул на Фоме. Вот тут как тут уже пираты. Фаливринчик у нас, конечно, везде он успевает и Марсимекса побить, и покрутить. А Убер. Листериум, Мелчеватор, Нарконисиум, Листериум, Лазариум. Джим Станков, фрилансер. Киллиан Лонгсворд Констракшн. Бабах! 4000 пет. Гизма 3000 пет. Бабах! Так, что у нас здесь рарка? О, кто-то завалил ПВП, людей много. Джеймс Фрэнсис Кэмерон. Ого. Раритмсов что-то совсем мало. Оспинг HK S1 X1 Джессика. Вот, наверное, этот Оспин она взяла, получила. Может быть, если не ошибаюсь, на Кирене. Как правильно? Кирена, Сирена. По-разному ее называют. Планет. Очень много времени было потрачено на всякую информацию, на добычу информации. Без добычи информации очень тяжело. Просто как слепой котенок, тыкайся туда, тыкайся сюда, делаешь определенные какие-то вещи, но при этом ты особо и не понимаешь, для чего ты это делаешь. Все равно даже очень море информации было. И пока она устаканится, нужно это очень много времени. Поэтому грамотного ментора реально найти сложно, потому что там он может тебе помогать в элементарных вещах, но секреты тебе никто не расскажет, которые они знают. Прикинь, так, какое-нибудь такое тоже, наверное, случалось, что твинка делают специально на каком-нибудь аппарате другом, на виртуальной машине через VPN. И кому-нибудь учеником идут, типа дурачок, типа ничего не знаешь. Начинаешь пытаться выпытать информацию нужную, а потом просто этого твинка блокируешь и все. Такое тоже наверняка было. Ну, если я сидел, допустим, на стриме у СНЗ, работаю, слушаю как радио, захожу в чат и смотрю от моего имени, там практически копия моего имени, кто-то пишет. Я типа на фанпее купил 1000 пет. Я говорю, чё? Кто это? Охренеть. Вот сами подумайте. Адекватный, взрослый парень там, да, или девушка адекватная. Вот будет себя так вести. Копировать чей-то ник и выдавать его за чужого человека. Ну вот, сами посудите. Это серьезно или это совершенно несерьезно? Я считаю, что адекватный мужчина в расцвете сил не будет заниматься такой ботиной, как говорится. Чтобы какие-то время тратить на регистрацию, чтобы кого-то там подстебнуть, ну и смысл этого всего мероприятия, так сказать. Для чего? Для чего? Вот я там регистрировался там под геймером Ямато, заходил кому-то на стрим и писал всякую дребедень. Для чего это надо? Я не понимаю. Делать нечего, что ли? Заняться нечем. И что-то не нравится. Придите на стрим, да скажите прямо, ё-моё. А вот заниматься такими вещами, это я считаю глупо. Зачем тратить свое время на регистрацию ников, которые уже существуют? Подставить не получится. Зачем? Фактов нету, фактов. Где факты, дорогие?
Тоже Белов Average. Long Blade. Длинные клинки, видимо, да? Long длинные. Длинные доски, длинные клинки. Long Blade. Если кто-то хочет выйти в эфир, без проблем, выходите, только напишите, пожалуйста, заранее, там, кто будет стримить. Мы можем всегда беспроблемно сделать рейд на вас. Если что-то не то. Кому-то захочется порадовать присутствием, я всегда, как говорится, если я стримлю, допустим, энтропию, кто-нибудь еще хочет из наших постримить, кому-то там нужно баллы какие-то там сделать, да, проблем нас много здесь, кто на Nexus стримит. В личку мне куда-нибудь написать, там, Discord или онлайн в чате, сказать, давай мне рейдик, я постримлю, а ты отдохни, без проблем. Главное, чтобы все были довольны. Как сказал один человек, имея пропитание кров, ну это кров-то считается как крыша над головой и одежду, будем довольны этим. А что человеку больше нужно? Чтобы на нем была одежда, чтобы ему холодно не было, чтобы он, как говорится, был сытый, он не был слишком голодный, да? И чтобы он мог уберечь себя там от палящего солнца и от дождя, от ветра. Все. А все, что сверх этого, уже все от лукавого. Но человек такое существо, что ему всегда все мало почему-то. Мало ему, вот 100 пет ему мало, дайте мне 500 пет. Дали тебе 500 пет. Такой, бля, мало 500 пет, давайте мне 5000 пет. Ладно, на тебе 5000 пет, держи. Мало, давайте мне 50 000 пет. 50 000 пет, блин, а зачем тебе 50 000 пет? Ну, хочу покрутить на досплиттерах. Ладно, на тебе 50 000 пет. Так крутишь месяц, два, три. Слушайте, дайте мне там 300 000 пет. О, скажут, жадный ты человек. Все у тебя забрали, сказали, все, иди бей пуней. Эх. Я абсолютно равнодушен ко всяким брендам, хотя я там и логотипы, нейминги создаю к этим брендам. Абсолютно есть там любой там этот, ну, бренд, как бы, ну, есть, нету. Я же там не одеваю Луи Виттона всякого, зачем? Дорого и нецелесообразно для кармана. А перед кем-то выпендриваться, у меня такой привычки воспитания такого нету. Я, как говорится, родился в скромной семье. Пощеголять перед девочками, ну, девочек сейчас там особо ничем не удивишь. У всех машины, иномарки. А вот своим, как говорится, разумом бы удивить, своим отношением, это другое дело. А шмотки, это машинки, это такое подростковое увлечение, так сказать. Абсолютно равнодушно. Я же понимаю, что мне никто никогда, даже из родственников там будущих этих, не скажет: эй, алло, Костян, выгляни в окно. А что? Ты смотришь, такая коробка, а там Мазерати бэушный, да? О, бля! Там, бля, даже Жигуля не будет бэушного. А зачем, скажут? Ты и так хорошо себя чувствуешь. Вон сидишь, стримишь, у тебя есть компьютер, тебя смотрят там пару-тройку человек. Уже в счастье. Зачем тебе всякие Мазерати? Просто мне нравится название Мазерати, не знаю почему. Красивое название Мазерати. Мустанг нравится мне, американское название. Лошади дикой. Хорошие, качественные машины, они стоят очень дорого. Я, кстати, бэушную нашел Мазерати за 500 000 рублей. Но это все-таки понты.
яхты всякие, частные самолеты. Это удобно, но это понты. А мы беспонтовые люди. У нас нет, зачем нам понтиться? Перед кем? Перед Клаудией Шифер какой-нибудь? Зачем? Для чего? Я понимаю, там, если ты какой-нибудь персидский шах, и тебе нужно проехать на какую-то там конференцию международную, ты же не приедешь туда на каком-нибудь Kia Sportage. Тебе должен быть Rolls-Royce как минимум. Это же престиж, это же высшая лига. А зачем мы будем лес рубить? Нам зачем высшую лигу, правильно? Все равно у всех конец один. У высшей лиги или у низшей лиги, так что париться? Мы без понтов, видите? Потихоньку бегаем, скромненько, рубим маленький лес, на больших мобов не лезем, не особо не рискуем. Ну, потому что это нецелесообразно, так сказать, риск нецелесообразный. Если я не могу задонатить специально, я все потеряю, и у меня исчезнет вообще полностью стрим. Я не смогу. Что мне там, свитить, что ли, стоять? Не хочу этого делать. Я свичу очень редко. И то, когда уже совсем делать нечего, просто когда уже реально устаешь от всего, можно просто пойти посвитить, и то, чтобы ты получил билетики на инстанс, которые можно продать. А так, свитить ради свита нет. Я уже насвитил больше, чем Ямато. У него 16, да, свит. А у меня сколько? 24 с половиной. А особо как бы я и не такой супер свиток. ХП у меня мало. Вот это, конечно, я страдаю от малого ХП. Поэтому я всегда беру себе стамину. Если даже агилити есть, я беру стамину. Потому что 9 стамин это одно ХП очко. Вот стамина здесь должна быть написана, по-моему. Нет, 23 ее. 9 и 9, 18. 18 и 9, 27. Вот. Еще чуть-чуть стаминочки. И будет прекрасно. Знаешь, как быстро у нас пилки стираются. Поддержим отечественного производителя. Нет, конечно, я бы не отказался от машины какой-нибудь, да, чисто чтобы, ну, поехать, затариться продуктами, а тут таскать все время, пальцы уже начинает неметь от этого. Ну или, конечно, проще вызвать такси, но ты же не будешь вызывать такси за 3 квартала там, да, пешком можно пройти. Но это тоже не очень удобно. Но машина, так сказать, нужна не для понтов, а именно для чего-то. А так, если ты сидишь постоянно почти дома и раз в неделю выезжаешь, ты можешь там поехать в какой-нибудь центр, там Мегамол, куда-нибудь там еще, или там в Ленту, или в метро, затариться и на такси приехать и забыть, как говорится, про магазины и всякое такое. И вон сейчас доставка, в принципе, есть. 50 рублей платишь за доставку, тебе домой привозят все продукты. Даже машина не нужна. Но, правда, ты не знаешь, какие тебе продукты привезут. Ты же не будешь сейчас копаться перед тем, кто тебе привез, а какие помидоры привезли, битые или не битые, какая картошка гнила или не гнила и так далее и тому подобное. Ну, надо один раз проверить через Сбер, заказать продукты и просмотреть, что за качество туда привезут. У меня как раз скидочка есть, там на первый заказ 900 рублей, 400 рублей скидка там такая. И проверить качество. Может быть, кто уже заказывал, ребята из вас. Поделитесь информацией, если кто-то заказывал. Я просто ни разу не заказывал доставку на дом продуктов. Если там действительно они выбирают нормальные продукты и привозят, то это реально круто. Тогда не нужно никуда ходить и выбирать, там, мучиться, время тратить. Кнопки нажал, и вечером тебя там уже привозят. Удобно и быстро.
А так машину свою иметь, надо за ней ухаживать. ТО, возить, покрышки, зима, лето. Расходники постоянные. Это тоже лишняя головная боль, так сказать. Все время стоишь, смотришь там в окно, ничего не произошло с ней. У меня нет машины никакой. Лутер ты имеешь в виду, привет. Лутер. Что за лутер? Какой лутер? А, ну вот, кстати, смотрите. Я очень быстро под этими скиллами у меня была, у меня вот здесь был, 23-й был лутер, уже 25-й сейчас будет лутер. Очень быстро растет. Мутант лутер, когда я приехал, был у меня 16-й, уже 19-й. А робот лутер у меня был 12 или 13-й, уже 15-й. Вот робот лутер растет, ну, медленно, ну, потихонечку растут. Но вот я думаю, что я не малутер, я бабах скоро. До 25-го. Но у меня же еще лазер есть, да? Лазер 39. Ну вот я не знаю, как мне быть. Ну, я думаю, что я не буду сейчас гнаться за этими цифрами. Если сейчас я начну выравнивать полоски вот здесь, туда у меня точно уже будет сдвиг по фазе, это однозначно. Я этого делать не хочу. Выравнивать эти полоски смысла нет. Они растут определенным образом по своим законам разно. И поэтому лезть сюда и смотреть я особо не хочу. Поэтому пускай потихонечку растут. Ну, я думал, что мне не хватит, честно говоря, терпения. Когда мне маньяк сказал порубить деревья, я думал, что я не смогу, потому что я привык стрелять, какую-нибудь мелочь, да? Но чтобы бегать каждый день рубить, это реально тяжело, если ты один. Но когда у тебя какая-то цель есть, какая цель? Просто хотя бы накачать скиллов, пока у тебя не так много их. Пока ты еще совсем маленький. Они как-никак, они будут у тебя идти. Допустим, я могу показать еще раз, да, кто не смотрел. Вот. Вы можете посмотреть, они, в принципе, не так... А почему он у меня именно связаны? Ага. Вот так сейчас я сделаю, секундочку. О. Вот сейчас посмотрите, как он рубит деревья и с какой скоростью идет у меня прирост скиллов. Я вот, интересно, наблюдал за этой штукой. Иногда не дает вообще никаких скиллов, даже имея бонусы. Вот мы одно дерево рубим, он даже ни одного скилла нам не дал, смотрите. Видите? Вообще ни одного скилла не дал. При том, что он у меня включен. И тоже тяжело морально. Все это время, с августа или с июля, бегать вот здесь вот кругами и собирать эти деревья. Ну, надо чем-то хотя бы разбавлять. Или какой-нибудь охотой. Вот дал, смотрите, Perception дает 0,27. Все. Это просто ни о чем. Очень мало. Если будет давать 0,1, то можете уже, наверное, все-таки уходить. Ну, хотя бы вот видите, дает ресурс Гетчеринг 0,3 дает. Тоже мало. Ну, чем дальше, тем, конечно, сложнее. Поэтому, что я говорю? Если сделайте себе цель хотя бы дойти новичком до 25-го Animal Looter взять, хотя бы на дереве, о, тогда вы точно сэкономите дофигища денег. А потом уже идти хотя бы хантить, я не знаю, там, что-нибудь из ТТшки. А вот равнять, я скажу, лутера вместе с этим, вот с этими показателями, да, я не буду. Потому что у меня 39-й снайпер будет 40-й. Ну, БЛП надо немножко мне подогнать. И потом цель уже будет, допустим, даже не лутера брать. Лутер, он будет медленно расти. А цель надо брать 100-й уровень лазера. Потому что 100-й уровень лазера или 100-й уровень ПЛП дает тебе большое преимущество в выборе недорогого оружия. Вот это самое интересное.
Но до этого пока, к сожалению, очень далеко, потому что если вы не миллионер в игре, ну и в жизни, и вы не можете задонатить себе и скиллы влить, то, извините, приходится тратить время. А так, конечно, было бы разумнее влить скиллы и уже заниматься чем-то другим. Но это дорого, да. Но это очень быстро бы сэкономило вам кучу времени. Просто реально кучу, гигантскую кучу времени бы сэкономило вам. Но опять-таки, это делают те, кто, наверное, хочет быстро подняться, начинать зарабатывать, выводить. А когда у тебя нет ни вывода, ни ввода, relax to easy. Добро пожаловать, как говорится, в мир энтропийной скорби. Ну что поделать. Мы идем таким вот путем, так сказать. Есть, конечно, уникальные личности играют здесь, ничего не скажу. Которые за копейки, ну, то есть не за копейки, а имея небольшой баланс, они выкупают определенные скиллы, ждут и вливают в себя, экономя определенное времени. Хватит мяукать. Ребенок эти игрушки выиграл в аппарате, брелки какие-то мягкие, на пол кинул, и кошка кастрированная, блядь, или стерилизованная сошла с ума. Думаю, наверное, что это ее эти котята, что ли, или хрен пойми, и начинает она таким противным звуком мяукать. Так, сейчас, секундочку, я подойду, буквально one second, please. Я кастрюлю поставлю в холодильник и подойду. Так, прошу прощения. Ну вот, мы можем, как говорится, наблюдать за скиллами в режиме реального времени. Что-то я вчера где-то прочел у кого-то, если не прав, поправьте, пожалуйста, что 3400 поинтов, какие-то 3400 поинтов скиллов каких-то, я не помню у кого, это 45, что ли, скиллов, так называется. Это правда или нет? Потому что если по теории кто-то говорил, да, то 1800 поинтов это 1 пет или, по-моему, 10 пет. По-моему, 10 пет. 10 пет 1800. 1800 плюс 1800 это 3600. Это 20 же пет, но никак не 40 пет. Да, что-то я или ошибаюсь, или может быть мы неправильно считаем. То есть 1800 скиллов это 10 пет, то следующие 1800 скиллов уже не 10 пет, а 20 пет, допустим, или 30 пет. То есть чем дальше очки, тем дороже эти стоимости ваших скиллов. Как они считаются, хрен его знает, не понимаю. Но что поделать. Ну вот пока, видите, мы рубим, ни одного скилла не дает. Хотя у нас скилл гейн работает. Смотрите. Видите? Вот так. Ни один скилл не дал. Давай попробуем порубить не маленькое дерево, допустим, а среднее. И проверить, сколько на среднем дереве даст. А может вообще ничего не даст. Давай найдем среднее дерево. Сейчас попробуем порубить. Где он? Это же мигало. Или я что-то перепутал?
Бля, сколько деревьев и ни одного дерева, которое можно было бы порубить. А, вот смал. Ну опять смал. Смал-то нам ничего не удивит. Так, сейчас посмотрим. Шорт. Вот, 0,8 дает зоология. Вот зоология, конечно, пока шикарно лепит. Вот пока зоология еще идет, анализ неплохо лупит по 0,5 шикарно. Вот анализ хорошо дает. И зоология неплохо дает. Я не знаю, правда, с чем это связано, зоология. Со знанием животных. Вот хук. Давайте попробуем хугом лупануть. Вот у меня уже мало осталось. Сейчас добежим до него. Так, где хук? Тихо, 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 тихо. Где хук? А хук? Да, вот хук пошел. Смотрим. 0,2 Gained Perception дал. 0,2,7. 0,3 Гачеринг. Гачеринг это, по-моему, майн. Все. Так, давай попробуем мы порубить другое дерево. Вот этот попробуем, давай, но посмотрим, что он даст. Может, вообще ничего не даст. А что такое он дал 0,05? Ага. Все, ничего срубил, смотри, ничего не дал. Поэтому... Ну хотя бы хотя бы если бы мы дойдем до 30-го лутера рубкой, я не знаю, сколько времени пройдет, полгода, ой, зараза, то будет прикольно. Но я сомневаюсь, что у меня хватит терпения дойти до 30-го очка лутера. Потому что вот так вот бегать, это отнимается мое время. Мне в реальности тоже нужно иногда подрабатывать. Но пока у меня заказов нету, ничего пока нету. 2 конкурса выиграл я. И 1 конкурс я уже за 2 дня улетели деньги. Детям надо куртки, носки, ботинки. Каждый раз у них ноги растут. Все на детей спускиваешь, на себя особо ничего не тратишь. Я даже вон и клавиатуру себе ни новую не взял. Ничего. И как говорится, пока работает, знаешь, пока работает. Я особо в этом плане не парюсь. Вот когда сломается, тогда и куплю. Немного, как говорится, не надо. Так, то, что я потратил с 2005 по 2010 год в игру одну браузерную в общей стоимостью $1200, я уже вернул в энтропии. Почему? Потому что тогда был доллар стоил 20, 25, 23, 20, где-то так. Я посчитал, что $1200, если доллар стоил, ну, я взял за 25, то это около 25-30 тысяч рублей. Я в общей сложности потратил за 5 лет. Я клал в игру там на арты всякие, на такое. Когда играл дуралей, вот тупой, прикинь, себя 1200 баксов тогда влил бы в энтропию. Ху-ху-ху. Но поезд ушел, все. Об этом говорить уже смысла нет. Тратить на это времени смысла нет. Я вообще вот не понимаю людей, допустим, кто говорят о прошлом, постоянно говорят о прошлом, что было. Ну что было-то, то прошло. Того уже не вернуть. То уже то, что было, оно в том временном промежутке осталось. Туда не прыгнешь ты, и не, пока машину времени не создашь. В червоточину твой разум не сможет прыгнуть и вернуться вот туда, на круги своя, и сказать: эй, ребята, так делать нельзя, иначе будет так очень плохо. Кстати, много книг есть на эту тему. У Рэя Брэдбери хороший рассказ есть. Называется «Эффект бабочки», или как он там. Когда он там наступил на бабочку, и там все поменялось в его реальном мире. Поэтому я немного не понимаю тех людей, которые постоянно копаются в прошлом. Ну, было, да, и хорошее, и плохое было. Вот, а просто об этом говорит смысл. Тратить на это время. Комментарии, они там комментируют. Тысячи часов снимают о том, что было там, было. Да ё-моё, забудьте уже об этом прошлом. Живите настоящим и в будущее, смотрите вперед. Нет, надо не там копаться. О-о-о-о.
жесть. Я понимаю, что типа, какая-то история, типа это плацдарм, это пласт информации, но некоторыми он воспринимается хорошо, некоторыми не очень, некоторые истории там кого-то ничему не учат и так далее. Так, что у нас здесь? Ну вот смотрим опять, ничего не дает, ни одного скилла. Жадный тоже, он на скиллы, кстати, стал. По-моему, может они тоже, кстати, не хило так. Вот 0.7 дали Geology Skill и 0.9 дали генетика. Вот генетика неплохо фигачит. Вот когда у вас генетика будет 0.2, можно сваливать с этого. Атлетик даже дает, прикиньте, даже атлетику качает. 0.19. Вот ориентируйтесь на генетику или на зоологию. Когда она у вас будет 0.2, 0.1, все, можете уже не рубить деревья, это уже смысла нет. Все. Но для этого нужно иметь усидчивость, свое личное время, как говорится, и небольшая сумма денег, чтобы рубить. Не бойтесь кидать в ТТ и покупать пилы, потому что как бы вы ничего особо не теряете, и вы про себе качаете скиллы, которые стоят с каждым ударом пилы вашей по копеечке все дороже и дороже. Выводить? Ну нет, ну фиг с ним. Вывести всегда можно, если захотеть. Мне просто пока эти деньги погоду не сделают в реальности. На них даже компьютер не купишь. Бэушный можно купить, но бэушный не зачем. У меня так все бэушное. А все время следить о маркапе тоже. Он сильно скачет постоянно. Был 101, теперь 105 стал. Каждый раз смотреть об этих продажах мне тоже уже устаю. Потому что я это не продаю, я его сливаю в ТТ. А если ты сливаешь это в ТТ, то и время не тратить на это. Идешь, иди к своей цели и все, несмотря ни на что. Как сказал имя ему Самаэль, дорогу осилит идущий. Ну да, если ты что-то делаешь, значит ты что-то делаешь. А если ты ничего не делаешь, просто светишь, то ты ничего никогда не сделаешь. Ну, свит тоже по-своему полезен, да? Если ты играешь нечестным путем, если у тебя твинки есть, тогда да, это другое дело. А если ты играешь одним персонажем, как я, то свит на начальном этапе, ну, можно месяц потратить на него максимум. Он тебе немножко прокачает там уклонение, всякое такое, но не более того. Лучше не стоит тратить на это время. Понятно, что если ты не умеешь донатить, типа, на самом деле светить тут смысла нету, если ты хочешь играть как бы... Потому что всегда можно донатить кому-то на карту, здесь РМНТ не воспрещен, а тебе дадут педы в игре. Но если человек честным трудом заработал деньги, вам ничего не будет за это. Он просто продал тебе педы, которые он заработал в игре. Ты ему на карту, он тебе сюда. Но в обмен ты ему хотя бы что-то кинь, какой-нибудь хлам. И все. И никто тебя не забанит. Но если человек играет нечестным путем, если он твинкует, если он имеет там 10 персонажей или меньше там, да, и он обманывает других, если он попадется, кто-нибудь на него нажалуется, его забанят и забанят вас, кто у вас покупал. Поэтому здесь надо быть внимательным. И еще одна фишка. Если на фанпее вам продают педы по заниженной цене, значит 90% что это нечестным трудом заработанные деньги. И все. Человек пытается их слить. Поэтому если вы купите у него деньги, если вы его не понравитесь, или он на вас стуканет, или будет какая-то проверка, то вас обоих забанят. Ну или забанят его, у него 10 твинков. Ему пофиг, он уже слил бабки. Его твинка забанили, он просто тупо переключается на следующего и продолжает делать те же действия. А вы потеряли персонажа. И не советую покупать персонажей, потому что как покупать персонажей? Даже если они не зарегистрированы, даже мейлы, а имя, фамилия и так далее, ну это уже на свой страх и риск, говорится. У меня такой ерундой, как говорится, не страдаю. Но будьте внимательны. Кто хочет играть честно, играет честно. Кто хочет играть нечестно, пусть играет нечестно. Ну, понятно, что выживает каждый как может. Я никого не сужу. У кого-то получается на твинках зарабатывать, а у кого-то кто-то не может одним заработать, вливая бабки. Вот так. Такая тоже реальность тут стопудово присутствует. Но до поры до времени. Может быть, просто они не хотят как бы бороться с этими твинками. Может, борются так, типа для вида. Так же, как с кликерами.
Ну, они понимают, что, типа, если мы будем их банить, их еще больше будет размножаться, поэтому нам пускай и светит, и все. Они просто, может быть, для этого персонажа делают, у него меньше добычи идет свита, и все. Так, сколько у нас? Вот 3,9 гачек. Ну да, мало. Ну, зоологию хотя бы опустить до 0,2. И будет шикарно. Вот если анализ здесь 0,55 дает, это шикарно. Анализ здесь скилл неплохо лупит. Алертность дает тоже неплохо, кстати, 0,5. А алертность, кстати, очень сильно влияет тоже на лутера. Смотрите, как хорошо дал алертность два раза, 0,5 и 0,5. Вот это шикарно, конечно. Главное, чтобы вас все устраивало, и все. Главное, чтобы вы были довольны, чтобы у вас не было плохого настроения, чтобы вы понимали, что это не так все быстро здесь делается. Если вы не Ясука-Касука, которая вливает 50 тысяч долларов, вливает в себя скиллы, покупает себе топовую пушку, топовую броню, и за месяц там или за 2-3 он берет 100-й уровень, потому что весь в таблетках, весь накачанный, берет определенных мобов и с утра до вечера, а потом бабах, и кому-нибудь какому-нибудь лоху впихивает этого персонажа, блядь, за 100 тысяч баксов. И начинает все по кругу. И тоже не знает, правильно? Всю подноготную никто никогда не узнает. Кроме тех, кто работает в энтропии. Я тоже случайно познакомился с этой игрой давным-давно. Ни хрена не понял, никто мне ничего не объяснил. Обидно, конечно, было, что все на английском, какая-то еще графика была дико убогая. Я думаю, как в это можно играть. Я не понимаю, эта закачка качается и качается, эти 7 планет качаются, что происходит? Я вроде игру закачал, я уже бегаю, там все качается, я думаю, какие-то вируса качаются, ха! И стер, вот мудак, а, ну думаю, вот, ну потом уже, конечно, понял, что я был полным, да, мудаком, но, к сожалению, время ушло, поезд ушел, когда ты это осознаешь, уже все, поезд уходит. Но лучше поздно, да, как говорится, чем никогда. Я понимаю, что здесь особо можно ничего никогда не заработать, зато с кайфом провести свое, как говорится, никчемное время. Мы не меценаты, к сожалению, да. У нас нет там миллиона долларов, чтобы мы могли там жертвовать кому-то. У нас нет там миллионов подписчиков на ютубе. Вот прикольная ямка здесь такая, падаешь туда и потом хрен выберешь отсюда. Мы живем, как говорится, по средствам, так сказать. То, что нам выделила, допустим, система игровая, этой мы пользуемся, и все. Так, ну вот цель. Зоология 0.1 там или 0.2 дает experience. Skill. Сваливаем из рубки. Ну, это может быть очень долго будет. Или когда, допустим, 0.1 будет вам давать анализе скилл, тогда можно сваливать отсюда вам. Не, ну рубить, в принципе, можно всегда, но чем раньше, я не знаю почему так, чем раньше играть, тем лучше, но, видимо, так правильно. А может быть и нет, хрен его знает. В основном смотрят в записи. Так онлайна, в принципе, не так много. Потом смотришь там 70 просмотров, 80, 90, там, ну, на ютубе не так много просмотров, вот на твиче много просмотров, на ВК Play мало просмотров. Ну, ВК Play специфическая платформа, там нужно сидеть по 5-6 часов, там люди работают реально, они стримеры реально, у них нет никакого этого, они сидят целый день, они играют во всякие игрульки, там сидят, то в Starfield лупят, то всякие выживалки там, но чтобы там в энтропию играли, там кроме Яматы, меня там и СНЗ, там, по-моему, больше никого нет. Поэтому там совершенно другой, как говорится, контингент. Но чтобы зарабатывать на ВК Play, там нужно иметь хотя бы 1000, 2-3 подписчиков, чтобы у тебя было минимум. Там тебя смотрело минимум 20, 30, 50 человек. Тогда ты можешь существовать не только на донаты, но и на Бусти. Что такое Бусти? Бусти — это российская, наверное, платформа, она привязана тоже к донаты к Алерцу. Допустим, вот люди делают донаты, да, вот мне по 150 рублей, там по 200 рублей, там по 100 рублей периодически. А Бусти, она типа автоматизирует это донат раз в месяц, там минимально там 50 рублей или 100 рублей. Человек подписывается и забывает типа о тебе, ну, в плане того, что тебе не нужно каждый раз донатить. Ребят, система будет списывать с своей карточки 100 рублей, или 200 рублей, там на что ты подпишешься. Ну вот так они эти живут стримеры, которые там стримят на ВК Play. Они там имеют, допустим, 100 человек на Бусти. То есть каждый месяц со 100 человек списывается 100 рублей. Вот они этими живут.
Они там могут себе позволить там квартиру снять и стримить с утра до вечера. Я пока, к сожалению, так не делаю, потому что если я буду стримить с утра до вечера, как я вот так вот рублю, ну, подумаю, что какой-то, блин, больной стример, который ему заняться, наверное, видимо, нечем в жизни, он не пойдет, не поработает, а сидит и какие-то деревья рубит виртуальные. Подумаешь, сумасшедший какой-то сидит. Ну, что мы такие вот, у нас энтропия мозга, так сказать. Вот, хук нашел. Ну, не берут меня на работу, что мне поделать? Мне 43 года, меня на работу уже особо-то не берут. Я бы с удовольствием пошел бы помощником системы администратора, научился бы этой профессии. Мне нравится компьютер, мне нравятся всякие сети, шмети, вирусы искать, чтобы компьютеры у меня нормально работали бесперебойно, вот, чтобы не было никаких синих экранов. Ну, все было нормально, аккуратно и хорошо. Не берут. Тем нужен опыт от 1 до 3 лет. Вот эти пережимка кабеля, проводка кабеля, вот это, сука, я терпеть не могу, кабелями этими заниматься. Не знаю почему, вот не нравятся эти кабеля, хоть убей. А вот копаться в железе, да, нормально, прикольно, интересно там собирать, апгрейдить. Вот кабель менеджмент тоже не особо люблю, никогда не делал. А так, чтобы подключить, чтобы все работало, собрать комп, ну это за радость. Ну этим каждый день не занимаюсь, но я иногда сам порчу себе систему такими пакостями, вот просто лезу туда, куда не нужно, она у меня просто ломается, до такой степени ломается, что просто я загружаю компьютер, а он мне пишет пин-код неверный. Пин-код нажимаю, он говорит, неверно пин-код, восстановите, нажимаю восстановить, а он не восстанавливается. Я просто сижу так, за голову хватаюсь и думаю, что происходит, как это неверный пин-код, сука. Неверный пин-код. Потом мне приходится вспоминать пароли и восстанавливать систему, заходить в эту систему гребаную и удалять все эти нахрен пароли и пин-коды. И все. Вот 0.8 дает зоология. Вот когда будет у вас 0.1 зоология даваться 0.2, и когда у вас perception не будет, когда вот perception 0.01 или 0.05. Все, до свидания. Рубки навсегда. Если, допустим, там вам только не нужно будет скрафтить какую-нибудь мебель красивую для вашего будущего магазинчика. Так что игра богата для разнообразия. Можно говорить часами по всякой здесь теме, которая уже изжевана, пережевана 1000 раз разными стримерами. А вот найти что новое, к сожалению, пока не предвидится. Если, конечно, вы не боитесь потерять. А, кстати, экспериментировать здесь можно по-разному и интересно, но опять будет тратить ваш кошелек и ваше время. Я просто поражаюсь некоторым терпеливым умам здесь, которые могут годами утра с 5-6 утра до самого вечера сидеть на своей 5-й точке, блядь, геморрой. И лупить кого-нибудь в надежде что-нибудь, а вдруг там у меня $1 миллиард выпадет с него. Или какой-то там придет к какому-то общему геометрическому дисбалансу в моей голове, и я пойму, ах, вот же, сука, как ты работаешь, мать твою, за ногу, энтропия, я тебя разгадал. И ты идешь куда-то в другое место, и все у тебя заново. И короче, приходит так, что то, что ты думал, что так работает, на самом деле работает не так. Просто админ взял, код поменял один, нажал Enter, и у тебя все поменялось. О, я хофнул дерево, видели? Что это такое? 29-й ресурс гачеринг. О, я что-то выиграл. Generic Nano Adjusted. Или кто-то меня перебил. Не знаю. Там один валялся, генерик. Я не стал брать их много. Я просто не помню, сколько у меня их лежит в инвентаре. Я не смотрел, и поэтому я не стал пока их закупать, потому что смысла пока в этом я не вижу, в апгрейде брони. Мне пока и ГОСТа хватает с головой. Я пока не хожу на крутых мобов. Я не трачу на них, допустим, как серк там по 5-10 тысяч, я не кручу. Я занимаюсь, как говорится, лесорубством саморазвитием называется, так сказать. Поэтому же вы не обижайтесь на мои стримы. Если вы, конечно, хотите какие-то там иные от меня стримы, или прохождение, ну, прохождение, если я сам не выберу игру, да, они платные, к сожалению, да, но потому что тратить время на какую-то игру, которая мне не нравится, я не буду. Если, конечно, не будет какой-то донат на 10 тысяч и скажут там,
Скажет, проходи эту игру. Если, конечно, она у меня пойдет. А так, я Resident Evil прошел чисто, чтобы отдать дань прошлому, которому я не проходил до конца. Старенькая Resident Evil. А Киберпанк просто тест моего компа старого. Потянет, не потянет. Ну и посмотри, что это за игрушка Киберпанк. Может быть, и не буду, не знаю. Может быть, качаю вместе с вами кирпичики поотложу в Монструме. Тоже интересная игрушка такая. Там 3 моба ходят страшно. И у каждого моба свое свойство. Один слышит, другой видит. И там прячется все время. Ну, там весело. Нужно каждый раз искать какие-то вещи, чтобы улететь с корабля. Или уплыть. Так, сколько у нас осталось времени? 40 минут. Ну, вот сейчас. Так, ну потом пойдем кабанчиков потискаем немножко. Долго не будем сидеть здесь. Если кто-то захочет выйти в стрим, пишите. Сделаем рейдик. Не вопрос. 2-3 часа, в принципе, хватает с головой. Я пока не сделал стримерство своей основной, как говорится, профессией. Это пока мне еще все-таки нет-нет, но заказов мало, но конкурсы пока приносят больше доход, чем со стрима. Понятное дело, что я не стримлю все подряд. Я специфический в этом плане человек. Ну, такой вот уродился. Я же не могу быть как все, правильно? Каждый индивидуален по-своему. Кому-то нравится Спайдермена играть, кому-то нравится в Том и Джерри играть, кому-то нравится Baldur's Gate проходить там первые, вторые, третьи части. Может, они по-своему интересны, но это такая дикая трата времени. Я понимаю, что времени остается все меньше, меньше, меньше. И тратить время на всякую вот эту вот детскую, как говорится, забаву я уже не хочу. И на танчики я тоже не хочу тратить свое время. А сидишь там, пытаешься выкачать эти 10 уровни и все время тратить каждый месяц деньги на этот про-аккаунт. Если бы этот про-аккаунт бы горел бы, как здесь работают скиллгейны, то есть ты заплатил денежки, вышел в оффлайн, у тебя прекратил временно работать твой про-аккаунт. Ты зашел, играешь, он у тебя включается. То есть ты в игре тратишь время, и у тебя тратится твой про. А так ты заплатил, неделю не играл, у тебя неделя сгорела. Нахрен такое надо? Такое нам не надо. Я и в Тундру пытался играть, но что-то вот совсем не мое, не знаю. Не успел вылететь, тебе какой-нибудь там прилет, бамс, и до свидания, ты в ангаре. Игр много, очень много разных. И онлайн интересные есть. И Lost Ark я не пробовал играть. Requiem закрыли, который я играл. Battlestar Galactica закрыли, который я играл. UFO Online закрыли, RPG шикарный, который я играл. Ничего не открыто, все. А осталось только энтропия. Но когда ты начинаешь осознавать, что здесь все привязано к реальным деньгам, здесь, конечно, ты уже начинаешь выживать по-другому. Тут уже не только экономику пытайся освоить. Ну, понятно говоря, да, все, если вы хотите выживать, надо осваивать торговлю, согласен. Но надо ее с умом осваивать. Я вот не знал, допустим, да, что эти мечи, которые я покупал по 5-6 пет, они стоят 10, 15, 20 пет теперь. Если бы так было бы, я тогда все бы скупал бы, как они появлялись бы, а потом просто бы профит был бы. Я не знал. В следующий раз будем умнее. А энхансеры покупать пока нет. Вот хочу, конечно, чтобы этот серк, какой-то дистун или дистус, или как там его, дистаун, я не знаю, как он называется. Собрать бы где-нибудь, покопать его, дистус, я не знаю, или купить его подешевле. Дать сергу, он тебе по, ну, практически там по небольшой цене сделает эти, как сказать, энхансеры. Хотя бы первого, второго, третьего уровня, чтобы там лучше своему дать. И все. Чтобы не платить там 300-400% маркапа. Нужно за
110, 120, 130, 140, 150, я не знаю, сколько там СНЗ покупал. Я не хочу брать все 10. Зачем это нужно 10? Мы не такие пока крутые хантеры, чтобы заряжать 10 энхансерами свои пушки. Мы еще пока только на стадии возрождения, так сказать. А люди приходят и люди уходят, я понимаю, потому что у меня нет бонусов, понимаете, допустим, ну смотрите, допустим, все было бы открыто, да, вот, и вывод был бы открыт, как в других местах. Окей, ты часто стримишь, тебе приходят донаты. Ты часть донатов компенсируешь педами и отдаешь зрителю. Все, круговорот опять шикарно. А так как если ты стримишь не очень часто, тебе донатят тоже, как говорится, не очень часто, и так ты все свои педы раздашь, и тоже останешься с голой жопой, как говорится. Я понимаю, что всем хочется на чем-нибудь заморочиться, но есть стримеры, которые щедрые. Вот один Вудро Вильсон, который мне нравится, который реально там за 15 тысяч баллов, он тебе дает 13-педовую штуку, то есть почти $1,5. Люди за доллар работают, блин, день, за $1,5, $2, а он дает тебе за очки баллов. Чувак щедрый, целую кучу уже у меня дал вот таких вот штучек. Штуки 4-5 я у него взял. 15 тысяч баллов Твича. Плюс еще он мне давал оспинов целую кучу. Еще свит у него можно продать. 30 тысяч свита ему можно продать за 100 пет. Это вообще шикарно. Но там мне надо иметь 85 тысяч баллов. А это очень долго. Это невыгодно. Так, еще чуть-чуть. 40 минут и все. И сваливаем отсюда. Не, я прямо у меня монитор стоит на подоконнике, блин. О, необходимо сделать 2 логотипа. Ага. Так, сейчас, секундочку. Я такой есть вообще? Сейчас. Ага, нашел я их. Сейчас я им напишу, секундочку, прикольно. А зачем им нужен логотип? Чем их не устраивает этот? Подозрительно. Сейчас. А второй логотип, конечно, шикарный. Так, кто-то мне написал. Чё? Озон дарит 50 миллионов? До свидания. Не надо. Озон дарит. Так, сейчас, секундочку. Добрый день. Все, написал, поехали дальше. Сейчас дорубакаем и пойдем пострелякаем. Чуточек. Ну, этого смотрят 14 человек, его смотрят. Я не знаю, если у него скоро будет подарки какие-то там, розыгрыш через 3, 2, 1 какой-то. У него в каком-то 17 сентября, что ли, розыгрыш будет. И вот посмотрим. У меня там очки есть, чтобы участвовать в розыгрыше. У меня больше 2000 очков. Там он кого-то со Швеции стримит, какой-то викинг, я не знаю. Но я не знаю, как Дис говорит, что он тоже в Швеции живет. Он не может донатить, типа, ну, в плане того, что коробки покупать не может. Типа там запрещено. А у этого шведа коробки вроде он покупал, открывал, я видел. А как он так покупает? Непонятно, может через VPN покупает, что ли, коробки, хрен его знает. Типа там, типа, это запрещено у них. Посмотрим, что я там выиграю. Если там ни хрена не выиграю, зачем нужно тратить на него мои ресурсы, так сказать, времени. Бо я ничего не понимаю, что они там говорят. А грамотный стрим с хорошей информацией найти очень трудно, даже на Твиче. Это тоже затрачивает вашу энергию и ваше время. Искать иностранные, переводить.
перелопачивать все эти чаты их, ради чего. Это вы можете всему сами потом потихоньку научиться. Главное делать это и конспектировать необходимые результаты. Вы можете их конспектировать даже в онлайн. Просто берете вот такую штучку, допустим, да, и просто начинаете здесь писать: привет, как дела и так далее. Потом у вас он просто все сохраняет в блокнотике. Вот у вас любая информация будет всегда у вас под носом. Вы можете скачать, они растягиваются, эти блокнотики. Главное, их просто не удаляйте, не нажимайте на крестик. Видите? Are you sure you want to delete? И там перманент. Нет. Cancel нажимайте и все. Бывает случайно можно удалить этот блокнотик. Такие, как сказать, онлайн записюльки энтропийные. Так, где мы есть? Ага. Окей. В принципе, можно сейчас даже сбагрить. У нас еще есть целая куча, так что, в принципе, можно сейчас пойти пострелять. А потом еще раз запустить на 5 часов румку. Ну, пока есть время, пока никак занятого нету. Надо мне еще шмоточки пойти отнести, так что я вечером файнусь, если никто не придет, конечно, пораньше. Там есть на улице, стоит как бы шкаф такой со стеклянной, и туда люди привозят вещи ненужные, детские, там, взрослые. И туда там мешок отнесу вещей, чтобы их на мусорку не выкидывать, они чистенькие. Может быть, кому-нибудь надо будет, кто-нибудь будет одевать. И просто взять, выкинуть в мусорник. Так, сюда идем. А то сейчас фотографировать каждую вещь, выставлять ее в интернет, это такой геморрой. Подписывать, отдам даром, не отдам даром. Сейчас заберем все отсюда пока со склада. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 50 пет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 8. Эти 8 40. То есть 50 и 40 это 90 пет, по-моему, здесь. Я уже вон сколько постирал, до этого 95 стер. Ну, я каждый день по 95 кручу. Стараюсь. Ну, может, не каждый день. Но не каждый день 5 часов. Это у меня таблетки бы кончились. Так, это что у нас? Это трейд у нас. Сейчас я сброшу ненужные. Они что же какой-то вес, да, имеют? 0,6 килограмм, да. Вся жизнь в онлайне. Так. Нажимаем на Next System. Вот сюда на Орфей. Не Азирис, а Орфеус. А то они как-то созвучно. Озирис, Орфеис. Орфей. Арфа, Орфей. Вот здесь склад есть интересный. Сейчас сюда все быстро перекину. И пойдем. Так, я уже продал немножко. Опять копится. Ну, как раз, чтобы починить хотя бы. Мне хватает продать, чтобы тупо починить мою пилу. Ну, пила качает скиллы. Уже хорошо. Так, здесь тоже, наверное, что-то лежит, да? Здесь тоже должно что-то лежать. Йоу.
много. Ну вот еще фрукты какие-то насобирал. Все, здесь уже чисто пусто. Здесь в инвентарях у меня ничего нету. Я не Плюшкин, ничего не собираю. Лишнего, как говорится, нам не надо. А то иногда заглянешь куда-нибудь, и голова кругом идет. Сколько ж разного хлама у людей. Авось пригодится. Нет, если пригодится, то если нужно срочно, можно купить или попросить. Так, куда идем? Сюда идем. Ну, как раз у нас только осталось, ну, думаю, нам хватит, да, 30 минут, чтобы загасить этих. Сейчас посмотрим, какой будет возврат. Я даже с утра ничего не ел, кайф. Яблоко съел с пряником, овсяное печенье, и все, вообще есть не хочу. Когда вот на ночь ешь, не хочешь есть. О, здравствуй, Себастьян. Happy to help. Hello, everybody. Опять гребаные кабанчики. Да чтобы вы провалились с этими кабанчиками. Ё-моё. Ну, как бы я не стримлю здесь ради уже этого. На X-Island. Просто я здесь нахожусь, никуда не улетаю. Как бы безвылазно нахожусь здесь все это время. Конечно, можно было полететь сейчас на Сирену, там делать баджики, потом прилететь обратно. Что-то лень. Туда-сюда летать. Хотя можно было порисковать, выбить там пушечку. Летик такой, пауча, так сказать. Так. Так, он у меня ломается. 6% думаю хватит, я не знаю, посмотрим. Но он ерунду дает. Вообще, такие мобы, ну, просто отстойны. Ничего интересного в них нету. Hello, everybody, Самаэль. Имя ему Самаэль, ангел смерти. Hello, everybody, lol. How are you? Nice to meet you, everybody. Вот, видишь, кожица упала у него и все. Вудмэнс, да. Человек этот. Я есть Грут. Почему он только говорил, я есть Грут, и больше ничего не говорил? Так, что-то у меня патронов дико мало. Что это за хрень такая? Мне не нравится, патронов у меня мало. Надо что-то делать. Блин, вот здесь эти кабаны, их очень плохо видно. Они сливаются с этой поверхностью. Они как, в общем, вообще практически одно и то же. Если бы они коричневые были, так вообще бы они сливались бы с пейзажем. Nice to meet you, everybody. Так, а что у нас здесь с маркетом? Все в ТТ нафиг. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Имя ему Анриэль. Сейчас мы долго не будем здесь тоже. Они быстро умирают. 3 тычков. Там 6-7 пет на них тратится где-то. Я... Так, секундочку, кто-то мне звонит. Сейчас подойду.
Блять, гребаные, сука, спамеры. Сейчас его в игнор кину. Так, где у нас другие опции? Заблокировать контакт. Отлично. Чтоб мне не звонили каждый раз гребаные спамеры. Все, хватит. Появилась возможность открыть карточку и тратить деньги, которых у меня нет. Ну вот, донат 1000 я отложил себе на ком, буду потихоньку откладывать донатными. Если, конечно, что случится заранее, то уже придется собирать самому. Конечно, я не хочу собирать вертолет, но так, чисто, чтобы энтропия не тормозила со стримом и все. Игра на макросе это уже не игра, это уже задротство. А когда ты сам это делаешь, тратишь свою энергию, время, все по-другому ощущается. Потихонечку, скоро 25-го лутера хапну, будет нормально. Но очень нудное, конечно, занятие, что поделать. Больших деревьев практически нету, мало их. С горем пополам там 5-7 пет рубится. Они то ли появляются редко, я уже не знаю, где их искать. Весело рубить там, где обезьянки тебя лупят. Вон там можно их рубить одновременно. Жалко, что на них квеста нету. Там был одноразовый квест на этих красных обезьян. И все. Ну, какой-то камешек падает. Вот камешек какой-то падает периодически с них. Вот маркап. 250 маркапа. Но это вранье здесь. Это нужно сидеть, наверное, сутками и крутить, наверное, на них 1000 пет, чтобы получить в итоге 350 маркапа. Потому что вот здесь будет маркап 110, да? И здесь, если 250. Ну, смотрите, 4 педа купили. Что это такое 4 педа? Это смешно. Потому что их особо никто не ханит здесь. Stop spamming, everybody. Ну, что поделать. Движемся как можно, потихонечку, не спеша. Ну, естественно. Лутер-то, в принципе, там уже капает с гулькин хер. Так что здесь-то вечно все равно рубить не получится. Когда у меня там зоология упадет уже совсем мало с биологией, то можно уже перестать рубить уже все. Переходить на стрельбу. Нет, трат на пилу нету, там она по АТТ она ерунда. Только потратил, почти столько и вернула. Опять покупаешь, опять крутишь. Зато потом тебе сэкономит кучу денег. Скиллы просто очень много растут, очень быстро раз на рубке. И на дурацкой пиле, этой анлинной, да, там траты дикие на пилу. Она 250 юзеров делает, она быстро стирается. Очень невыгодная пила. Ну, если у тебя есть лишние 30 000 долларов, да, welcome. У меня их нету. Я лучше себе куплю квартиру или машину. Ну, или компьютер новый. А покупать себе пиксельное оружие пока нет возможности такой, к сожалению. Ну, если только, конечно, не прокачать сотовый БЛП, но, в принципе, хотя бы если себе, допустим, целью задаться раз в месяц или раз в неделю покупать скилл на лазер, искать или у кого-нибудь найти, то тебе бы сливал бы лазер или БЛП скиллы, ты бы в себя вливал бы, быстро взял бы 100 уровень скилла этого и все. Не-не-не-не, Серж здесь ни при чем совершенно. Абсолютно Серж ни при чем. Серж не начал пилить, чтобы мы начали рубиться. Нет. Здесь просто он понял,
что он слишком поздно начал рубить, и что это ему дает очень мало прироста всего, и там уже ему капает буквально совсем чуть-чуть, и практически у него там уже на руки ничего не растет. Только если он не кушает скиллы там на 50, на 100%, и то еле с горя пополам там что-то капает. Ну, это-то понятно. Вот это, конечно, на эту пушку уже давно окупил. А если ты чем раньше начнешь с минимальным набором скиллов рубить ТТшной пилой мелкие деревья, а не другие все подряд, то ты просто целую тучу скиллов прокачаешь неплохо так. Понятно, что без денег тут и без скиллов пушки ничего не получится. Поэтому пока вот мы здесь находимся на Нексте, я пока рублю. Как закончится здесь мероприятие, дальше видно будет, что будем делать. Или Виксенов пойдем добивать. Если не Виксенов, то что-нибудь другое на Сирену куда-нибудь. С его пушкой максимум лута выжимается только лутером. Ну, лутер, видишь, медленно тоже растет. Поэтому, не имея пушки, вы можете лутер качать рубкой. Там не только лутер качается, там анализис качается, атлетика качается, алертность качается, которая также влияет на лутера, геология качается, много скиллов качается на рубке. Так что вы не прогадаете, если вы будете хотя бы в начале игры немножко потратите своего времени драгоценного на рубку. Ну, это понятно, что без лутера, допустим, если чем выше лутер, даже если у тебя будет пушка с эффективностью 65-70, и у тебя будет прокачан лутер, это, конечно, будет приятно. Чем у тебя будет вначале куплена пушка 70-80 эффективности, а лутер будет 15-20. Не, ну просто чем рубка, она практически тебя держит на нуле. И особо не нужно там бегать. Сидишь как бы на одном острове, рубишь. Помимо лутера качаются другие скиллы. Тоже, которые, допустим, они тебе не нужны будут. Допустим, если ты не хочешь майнить, ты всегда можешь продать. Так, сейчас подойду. One second, please. Не так, пушка с эффективностью 75 и выше лучше отдает. Я вот 30, но пушка 60. Ну, это понятно. Не, ну это понятно, чем выше, тем приятнее. Это логично по вычислению. Но каждый здесь какие-то свои заморочки, какие-то цели преследует. Допустим, если ты охотишься, крутишь, пусть даже на мелких мобов, может быть, это все равно качается медленнее. Не у всех же пушка есть такая хорошая, 65, или 70, или 75, или 80. Да, нужно время или влить скиллы в себя, или что-нибудь еще сделать, чтобы поднять до 100 уровня, чтобы приобрести такую пушку, хотя бы длинную. Ну, допустим, вот чон, да, чон. Почти 68% эффективности можно его лупить чоном. Но ты просто потратишься гораздо больше, чем ты будешь рубить лес. Вот и все. Пушка с хорошей эффективностью профитнее лутера без пушки.
То есть пушка с хорошей эффективностью профитнее лутера без пушки. Я уже говорил не один раз, да, что я общался немножко с каким-то иностранцем. Серг про него говорил, что он лутает часто рарки. Я уже просто повторяюсь. Там рекламная пауза, не знаю, идет. Если вы вообще видите какую-то рекламную паузу, ребята, на Твиче, я не вижу, допустим, ничего. Какая-то реклама у меня идет сейчас на экране или нет? Или она просто не видна? Можно только для иностранцев включается, хрен его знает. Он рассказывал, что он бьет пушкой, да, у него когти, они 80 или 85% эффективности, хорошее у него оружие. Он хантит 10 часов в день ею, этой пушкой. И он рарки лутает часто этой пушкой. Но он говорит, что он какие-то делал замеры. При хорошем оружии лутер самое важное. Ну да, именно лутер того, кого ты хантишь, или робота, или мутанта, там, или животного. Просто животных там, говорят, больше всего, потом мутанты, потом уже роботы идут. А при таком себе оружии лутер посредственный. Ну, понятное дело, что как-то они там все привязаны, просто меньше будет отдачи. Но все равно на рарную вещь там лутер не так, думаю, влияет, как влияет ДПП там, или как они там называют. Волну. Но и моб должен быть, конечно, тоже соответствующий, а не мелочь какая-то дурацкая, которая никогда тебе ничего не выдаст нормально. Ну, это хорошо, когда люди делают какие-то замеры, какие-то делают, но тот парень, иностранец, он что сказал? Он тоже делал, короче, очень долго какие-то замеры по каким-то оружиям. Блядь, жалко, что я не записал его и не кому-то скопировал и не вставил, чтобы потом это не гадать, что он сказал. Можно, конечно, Серга просить, что это за человек, и еще раз ему написать. Он уточнил, что он имеет в виду. Короче, что он сказал? Он сказал, что высокоэффективные пушки в игре неоправданно, говорит, высокая цена. Но я, говорит, не хочу портить людям типа рынок и выставлять свои, говорит, вычисления на этот счет. Если бы, говорит, я, говорит, свои, говорит, вычисления и формулы ДПП влияет на частоту отдачи. На частоту отдачи чего влияет? Не на шанс отдачи рарки. Типа можно типа выбить рар, если у тебя ДПП высокое. Шанс типа выбить рар имеет больше шанс выбить рар, если выше ДПП. Если ты попал в волну. Но это понятно, это уже как бы все знают, видимо, надеюсь. Так вот, что он сказал тот парень? Он какие-то формулы вычисления делал всех этих оружий высокоэффективных. Если бы он это, говорит, обнародовал бы, то все бы цены, говорит, рухнули вниз. Но я, говорит, этого делать не хочу и не буду говорить. Прикинь, вот как, вот что он имел в виду, хрен его знает. Он мне это не сказал. Если бы я, говорит, говорит, написал бы на форуме свои вычисления, показал бы хантеров на этих высокоэффективных пушках, то, говорит, эти бы цены бы раздутые, говорит, рухнули бы, они бы не стоили бы там не 25, не 250 тысяч там, а они стоили бы так же, как МК-2 Just, и все. Так что я не знаю, что он имел в виду. То, может, эффективность это тоже миф. Хрен его знает. Но почему-то он хантит когтями, которые имеют тоже хорошую эффективность, кстати. Ну вот в чем единственное оружие анлинное, да, которое можно поднять всеми плюшками до 60, почти 68 почти эффективности. Но это все равно мало. Хотя хрен его знает. Я не такой специалист, как другие, которые тратят очень много времени и своей энергии с утра до вечера, стреляя, делать какие-то замеры. Я пока не делаю этого.
Кому-то просто интересен сам процесс этого. Именно что будет, как числа будут меняться сегодня, завтра, через месяц, через год. RAR это количество убийств. В смысле количество убийств. То есть, допустим, я убил 10 тысяч мобов, и мне прилетает рарка. Кто продал? Кого продал? Че он продал? Не понимаю, кого продал. Но я не понимать, кто кого продали. Чог? Чог? Чон? А почему Чон продал? Чон, я понял. А Чонг можно, ну, выше 67,5 эффективность у него, но у него дамаг небольшой. Дамажик небольшой. Есть какой-то еще X3, Сент какой-то X3 есть, знаю, но нет у него эффективности никакой. А то, что лучше, я не знаю. А что лучше бывает? Ты нашел анлимку или лимитку? Автомат или этот? Пистолет-пулемет? Или этот дробаш? Я понял, что лучше, если что, лимитка или анлимка какая-то. Смотря какая эффективность еще у него, если у этой штучки. Если 100 уровень требует, то хрен его знает, может и есть. Лучше, чем Чон, но там, может быть, требует 10-30 уровень лазера. А кто миллион раз говорил? Я первый раз слышу. Я Чонс видел, что 67% эффективности. Я так удивился, когда Чон можно было догнать. А, нет, ты говорил то, что если 100 уровень лутера, и можно взять какую-то недорогую анлимную пушку, лучше там с эффективностью, да я помню. Но я не помню, может быть, я ошибся в лимитках, хотя лимитки, зачем лимитки брать? Лимитки сотовые. Но опять-таки 100 уровень нужен лазера или кого-то ПЛП. У меня нет ни того, ни другого. А так стопудово, конечно, есть, я не сомневаюсь. Разного оружия много здесь, скорострельного, но явно это не нож. Главное, чтобы это было не мили оружие. Ну, ты понятно, что... Да, но ты говоришь, видишь, ты Чон продал. Значит, ты чем-то Чон заменил другим. А сколько у него эффективность? Выше, чем 67? Ну, здесь вообще эффективности нету, 58. Вообще ерунда. Ну, главное, чтобы он был не очень прожорливый. А если быстро стирается, можно поставить энхансеры типа на экономичность там, или экстендер. Или экстендер бессмысленно ставить, если below average. Если быстро стирается пушка, то здесь уже экстендер не поможет, да? Или как-то поможет все равно, чуть-чуть совсем. Чтобы не так быстро стиралась пушка, как хотелось бы. Ну, чуть выше того, 70-75. Но если такое есть, только, наверное, уже стоит, наверное, больше, чем 3-4 тысячи, наверное, пет. Если это не лимитка, конечно. Потому что лимитки арматриксы, они не могут до 70 доходить, ну, если только усилителем. Но опять-таки это уже всякие навесы, лазеры, прицелы. Такие плюшки, короче, которые навешиваются на пушку. Все, закончили, ребятулечки. Мы закончили. Ну, вот так же и вот 4.15.
Все, бежим, сдаемся. А скорострельность у нее хоть нормальная, выше 40. И просто у меня была этот МК-2 Adjust, у него 40 выстрелов, с чем-то там было очень медленно, все равно стрелять. Пиу, 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 пиу. Нужно этот иметь. Колечко на перезарядочку. Иначе очень нудно стреляет. И дистанция еще что была бы, да, хотя бы там метров 30, 40, 50 уже нормально, уже можно жить. Главное, чтобы это было не мили оружие, иначе броня нужна хорошая. Жаль, у меня замеры члена на старом компе погибли. Фига себе. Блин, и у Серга зло все полетело. А что случилось-то у тебя с компьютером? А что случилось? Диск у тебя слетел, что ли, или что случилось? Western Digital у меня диски пользуюсь, Western Digital нормально. А так по памяти можно же было, наверное, восстановить хотя бы чисто визуально замеры. А ты что нам пользовался как? Со всеми приблудами? Или чисто так? Ну... Ну, с приблудами, наверное, интереснее. Все. Похантили. Теперь можно опять уходить на 5 часов, пока никого нету, пока никто мозги не лечит, пока работы основной нету, пока никто не дергает. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Ну, что поделать. Пойдемте еще порубакаем, пока у нас есть время. Но если ствол, это же как бы он ствол, ну, ты можешь, в принципе, линкануть ствол, если хочешь показать, если хочешь, если это не секретный какой-то ствол, типа этого красного Скорпиона. Посмотрим, что за ствол. Че он экономнее Зинкадуса? Че он экономнее Барбареллы? Хотя Барбарелла эко-пушка. Но че он поскорострельнее, видимо, будет, нет? Че он, видимо, скорострельнее, если не ошибаюсь. Да, это Барбарелла. Но в чем он нужен 102, правильно? Без 102 там делать нечего. Или нет, не 102, то есть 101, я ошибся. А 101 ему нужен. И какие-нибудь там плюшки в виде обвесов. Тогда да. Тогда будет хорошая пушечка для новичка. Шикарная, так сказать. И барбу вообще можно не трогать. Ну, 67, почти 68% эффективности. Ну, хантить кого ею, я не знаю, девочек только что ли. Ну, вот что нам хантит девочек. Но все равно не нравится результат почему-то ему.
СНЗ. Ему, видите ли, подавайте 3,5. У него там 2 с чем-то, там около 3. Не знаю, как они это все высчитывают. Ну, Барбареллу ты имеешь в виду, она не как Букин, Барбарелла, она стреляет. Барбарелла оружие такое для кача на этих. Ну вот, четвером, в пятером, шестером бить этого. Неомексов мелких в пещерке можно, допустим. Или каких-нибудь маленьких лонгтузов. Ну уж да, чтобы у всех Барбарелла была. Но почему-то некоторые пати почему-то не приветствуют. Я не понимаю почему. Некоторые пати не приветствуют. Что-то им не нравится пати, вот как ни крути. А из-за чего, я не понимаю. То ли из-за того, что если что-то выпадет, начнется хипиш. Заранее просто договоритесь, взрослые люди, и все. Как будет? Ну да, для пати пушка. Это да. Барбарелла. Летом, за петом, за летом. Для прокачки, да, если за петом не гоняешься, за лутом. Ну, для прокачки, да, но где, с кем? Потихонечку качаешься, наслаждаешься процессом, так сказать, и стреляешь потихоньку каких-нибудь мобов. Ну, нужно хотя бы, чтобы 4-5 человек там было в пати, да, адекватно. И все нормально будет. Но только букинами, наверное, уже не пойдет. Хотя я видел, что и букинами лупят в пати. Не знаю для чего. Получается, чон экономичнее. Получается, чоном тоже можно стрелять в пати? Или чоном нельзя в пати стрелять? Или лучше Барбареллой все-таки? Если я имею в виду мелкий там. Во-первых, чтобы лут распределялся. Ну, дамаг, урон. И так далее. Саламат и опала явно не то, потому что саламат и опала очень низкая у него. Эта пушка, да, тоже ни о чем, если так разобраться, да? Так, у нас не рубай. У нас пила закончилась, ё-моё. Ну, конечно, она мне подойдет. Эта пушка, она очень дорогая. 28 метров, очень маленькая дистанция. Ужасная эффективность. Лазер, very good. 8-9 пек за выстрел. Я не ошибаюсь. 890 пек. Это 8,9 пек за выстрел. Барба меньше затрат. Соответственно, больше мобов. А чё нам? Чё нам разве нельзя стрелять в этом пати? Или чё он не считается как эко-пушка? Оспин Чон. Чон. Дядюшка Чон. Здравствуйте, дядюшка Чон. Вы не эко-пушка? Не, я далеко не эко-пушка. Можно, видишь? А чончикам тоже можно. Ну, чисто пушка для кача, так сказать. Ну, в принципе, ей можно на виксонах, получается, спокойно сидеть на чончике. Чончики-печончики. Получается, все-таки чон лучше, чем ТТ-пистолет, если бить мобов. Ну, ТТ-пистолета вообще мало эффективности. Сколько там у него? Ничтожно мало. Не так много. У Чона 67, у этого 58. Но если, конечно, Зинкадус положить сюда, ну, будет чуть-чуть больше. Но ты получишь как с Барбы. За... на дикей больше.
Вот это, видишь, такие-то на мелких вот таких вот стволах свои есть определенные нюансы, которые многие даже не учитывают. И лупят все подряд. Потом минусят, потом плачут, что нет денег. Потому что не исследуют, не понимают, думают, а вон Барбара для новичка, давай всех пойду рубить соло. Соответственно, невыгодно, говорит Евгений. Так, это мы закрываем, нам это уже не нужно. Интересно, а глобы, это где показаны глобы? Если ты находишься на планете, это глобы показаны со всех планет? Чат глобовский? Или не со всех планет? Или только чат глоба на той планете, на которой ты находишься? Или глоба не везде? Если, допустим, ты находишься на Монре, а глобнула на Сирене, то ты этот глоб увидишь, так что ли получается? Барбой можно Барбой можно заменить везде. Но тогда не жди хантить. Ну, типа, Барба чисто как бы тупо качаешься ей, но без возможности хорошего лута, так сказать. А Чон, он же все-таки у Барбареллы сколько эффективность? 61,4, да? А у почти 10 раз больше у Чона, 68, практически около 68. А у тебя пушка какого уровня? Какую ты заменил пушку? Сотого уровня пушку все-таки ты взял? Заменил этого Чона или не сотого уровня пушку? Она тебя устраивает по скиллам или нет? Или тоже не по скиллам пушка, но ты не переживаешь из-за этого? Если пушка не по скиллам и ты не переживаешь, но она хорошую эффективность имеет, компенсирует как-то все равно, может быть, где-то чуть-чуть. Или ты как бы стараешься по скиллам брать пушку. Или не по скиллам. Нет смысла брать 100, если нет 100. Ну, это логично, да, но бывает, что кто-то хочет, допустим, не имея сотого уровня, пострелять с сотым уровнем, так сказать. Авось везет. Ну, конечно, ты сольешься, ТПП падает, да. Но видишь, здесь все как-то очень умно, грамотно сделано, запрограммировано. И они даже спрашивают, не хочу, сколько ты потратил. Если тебе повезло и ты нашел дешевый замену Чона, то это классно. Даже не знаю, сколько Чон сейчас стоит. Но Чон, наверное, не очень дорогой, думаю. К нему только, наверное, приблуды дорогие. Сам-то Чончик, наверное, не очень дорогой. Но если Чон тоже считается эко-пушкой, то почему бы и нет? На ней можно качаться, в принципе. Пофиг, в принципе, на лут. Ну, то есть, получается, можно качаться соло как Чоном, так и Барбареллой. Но о каких замерах может быть тогда идти речь, если ты качаешься эко-пушкой? Или, получается, с замерами нельзя делать эко-пушкой, с замерами только можно делать Букиным и всеми другими пушками, там, ТТ-пистолетом, другими пушками, но только не Барбареллой, только не эко-пушкой. Получается, замерами Чоном не получится, да, делать?
Но Барбареллой замены нельзя делать, это я знаю. Всякие замеры интересные. А вот что нам можно делать или нельзя замеры? Можно делать замеры, я Барбу трогал. Странно. А замеры чего? Если ты знаешь, что лута никакого нету. А, типа замеры отдачи ты имеешь в виду? Только отдачи. Или замеры редкого лута. Замеры чего? Отдачи по ТТ? Видимо. Значит, можно всем делать, ну тогда еще проще. Любым оружием делайте замеры. То есть берете любого моба, фолика маленького или мерпу. Берете, допустим, 4 вида оружия. 400 пет или 4000 пет. И пошли на одного моба разным оружием и смотрите ваши затраты и ваш лут. Ну понятно, то есть, ну все равно ты же стреляешь, у тебя немножко лутер уже вырос. И ты, допустим, там уже не Барбу взял, а Чона. Там уже по-любому у тебя будет другой чуть-чуть вид лута, потому что ты взял выше эффективностью пушки. И так далее. Не отдачу, а качество и количество. Ну, качество, количество. Количество, то есть ты имеешь в виду, сколько прилетает шрапнели и сколько прилетает разного лута, там, волнового, неволнового. Но есть такая фишка, что, я скажу, лут на Калипсо шрапнели больше говорят, чем самого лута. Но фиг его знает, как это работает при эффективности. А так говорят, что лута всегда больше на других планетах, а шрапнели меньше. Только закончил замер недавно по разнице эффективности. По разнице эффективности. Что значит разница эффективности? Может, ты имеешь в виду диапазон эффективности от 60 до 80 или как ты считаешь? Что в твоих словах есть разница эффективности? Я немножко в таких вот терминах не понимаю. По разнице эффективности. Разница в чем? Разница в количестве эффективности. Разница непонятна. По разнице эффективности. Допустим, я взял пушку с 50 эффективностью и бил там ею 1000 пет. Мне пришло 30% там лута, 70% шрапа. 65 эффективности на качество лута. А, ну опять ты взял небольшой промежуток. Небольшой промежуток взял диапазон 55 и 70. Так можно взять было 60, допустим, и 70. Или 60 и 80. И смотреть на одном и том же мобе, что с ним происходит, когда его хантят. На определенную поход. Типа того, да? Понятно, что картина будет меняться. Но если в этом мобе находится много лута пулового, то и его хантят кто-то еще параллельно с тобой. Там уже не знаю, как эти замеры делать. Наверное, как-то усложняется все это. Офигеть, разница в чем ты имеешь в виду? В том, что меньше падает, как сказать тебе это грамотно? Меньше падает шрапнели, больше разного лута или нет? Сейчас я отвечу по работе. Или ты имеешь в виду разница в чем? Разница в каких-то маркапных вещах больше падают? Или разница не в маркапных вещах, а именно то, что больше падает лута, чем шрапнели? Или никак? Падает чаще что? Не шрапнель, а падает чаще просто лут, правильно? Это имеешь в виду? Чтобы не запутаться. Просто когда обрывками фраз говорят, я немножко не понимаю, потом у меня начинается и при меньших затратах. Падает чаще. А что падает чаще?
Явно не шрапнели, видимо. Ну, меньше шрапнели. При большей эффективности, ты имеешь в виду, падает меньше шрапнели и больше лута. Но если мне нужно больше шрапнели для оборота, то лучше мне брать с меньшей эффективностью пушку. Ну, понял. То есть, если мне нужна шрапнель, мне не нужен, допустим, лут, мне нужна шрапнель, чтобы тупо крутиться и качаться, я могу взять спокойно с эффективностью 50-55 и стрелять, мне будет шрапнель больше сыпется. Чем меньше эффективности, больше шрапнели. Ну, видимо, так работает эта херня, не знаю. А если, допустим, ты хочешь именно уже у тебя прокачанный лутер есть, там хотя бы там 50-го, 70 уровня лут, и пушка у тебя 75, 80 эффективности и выше, нет, неверно. Да, ну а что верно? Лучше маркап брать и покупать прав. Нет, это понятно, что лучше маркап брать и покупать шрап. Я просто имею в виду, если, допустим, человек, новичок, ничего не знает, он пришел в игру, он там задонатил, купил себе начальную фигню и пошел стрелять, у него 50 уровня пушка, не знает ничего особо. Ему же будет больше шрапнели сыпаться, чем лута, правильно? Вот я же имею в виду. Или неправильно? Хорошо. Так или не так, вот это вот мне важно. Ну не знаю, вроде как говорили, если меньше эффективности пушки, то больше... Что я дольше так останусь в чем? В минусе или дольше? Не понимаю. Да, шрапа будет больше. Но эффективности будет меньше, и то есть, допустим, где, допустим, был бы маркап, у тебя был бы 90% возврат, у тебя будет 70% возврат, 80%, типа так, ну, типа того. Ну, я понимаю эти вот все эти нюансы, как бы, но это понятно, что чем выше, тем приятнее, и разница, допустим, большая. Ты говоришь, 65 брал замер и 70. А вот если бы ты взял бы 75-80, у кого-нибудь попросил бы, и даже у Сергозло попросил бы, да, пострелять хотя бы неделю 90 пушкой, и сделать замер своей 70-й и его 90-й. И сравнил бы и сказал, есть бы какая-то разница между 70-й, допустим, и 90-й. При твоем, допустим, лутере. Было бы тоже интересно. Но, я не знаю, никто же, допустим, не даст просто так погонять ствол. Скажи, пожалуйста, если ты в курсе, почему невыгодно покупать патроны, которые находятся в ТТ, почему лучше брать шрапнель за 100,5? У меня 35 левел. И разница 5 эффективности просто заметная конкретно. 35 левел у тебя чего? Лутера или лазера? Наверное, у тебя лутер, да, 35 левел? Лутер тогда 35, да. Ну понятно, здесь все взаимосвязано, все запрограммировано четко, вы не можете обмануть систему, ну никак. Здесь нет какого-то там этого удачи или что-то еще. Тут все математика. Когда придет, триггер сработает, и вы получаете. Допустим, у каждого персонажа есть свои пороги минусов. Там у кого-то минус 500, у кого-то минус 300, у кого-то минус 10 тысяч. Триггер доходит, тебе брык обратно и так далее. Но с повышением лутера, может быть, этот триггер уже будет работать не на 100%, допустим, да, а на меньшую, ну, не будет он срабатывать, допустим, супер часто, уже будет там 50 на 50 или 70 на 30. Никто этого не знает, тяжело. А только чисто можно выяснить
методом, как говорится, научного тыка. Вот такие у нас деревья, видите? О, можно под дерево заглянуть даже. Ну, это хорошо, когда у тебя есть пушки, две штуки разные, 65 и 70, и у тебя выбранный моб какой-то есть, делаешь замер, плюс у тебя качается, как ни крути, скиллы, когда ты делаешь эти замеры, ты уже понимаешь, что чем выше, тем приятнее. Но бывает, можно погрешить, как говорится, лутером, но иметь больше дамаг в секунду, чтобы быстро попробовать выбить рарные вещи. Окей. Мы пока рубим и отдыхаем, качаем лутером. Так, если здесь больше деревьев не будет, пойдем бибизянок мочить. Здесь мало хороших квестов. Так, но мне так и не ответили. Подождем. Почему, допустим, шрап выгоднее брать? Может быть, типа ты конвертируешь как бы шрап, патроны. И там лучше получается, чем покупать патроны ТТ. Но если вы хантите не часто и понемножку, можно брать с ТТ-терминала патроны и не париться. А если вы хантите много, тогда, конечно, да, тогда лучше шрап покупать с рук и конвертить его. Но мы пока, видите, мы пока конвертим древесину, так сказать. Стараемся не пропускать деревья. Миры эпопеи. Я не знаю, сколько я здесь уже 9 кругов ада прошел. С этими деревьями здесь слишком много их. Ну, вообще нету березки, одни березки, блин. Одни березки уже снятся, да? Вон там вижу смал. Сейчас будем смотреть, что там падает нам из этого. Шрап лучше брать, ты сразу получаешь прибыль 0,5. В смысле прибыль 0,5 в каком плане? Когда его конвертирую, что ли, в патроны, так сказать? Прямо не отходя от кассы, какой кайф. Но если ты найдешь за 105% шрап, а если он 107, 108, то уже невыгодно брать шрап, получается. Так, я давно не майнил. У меня нет листериума. Вот, у меня вроде есть свитгатчер. Там вот внизу тоже бывают вот деревья. Ой, как сюда залез. Я застрял. При конвертации 0,5. Странно. Это когда ты берешь, наверное, от 500 пет и выше.
А если ты там берешь до 50, там, до 100 пет, то я думаю, это не особо супер. Когда ты хантишь не очень часто и не по многу, то когда ты много крутишь, да, тогда может быть это и уместно. Тут я ничего не говорю. Интересно, а какие-нибудь есть милики оружия с эффективностью? Вот такие вот, если брать, сколько можно его разогнать? До 65, наверное, можно разогнать, да, его? И до скольки можно его разогнать? Со всякими приблудами. Ну, конечно, сюда ты не повесишь ни лазерный прицел, ничего, только усилок и все. И то вампирик, который ничего не дает. А дорогой стоит анлимный для ножа. Тогда 0.3 и 0.2 все равно выгодно. Ага, это если ты будешь брать. Но почему-то, когда многие говорят, что они познают хант, они почему-то все уходят в майн. Распродаются и уходят в майн. А некоторые почему-то, познав дзен майна, почему-то все убегают в хант. Вот я не понимаю. Всегда на две стороны медаль. Одни уходят в майн, другие уходят в хант. Почему, я не пойму. То ли, может быть, ему надоело майнить все это время. Он уже несколько лет майнит. Ему не нравится, это надоело, скучно, слишком долго. Пойду-ка я постреляю, лучше это повеселее. А другой скажет, блядь, я стреляю, ни хрена не работает. Пойду-ка я поманю, может быть, мне там повезет. Каждый ищет, где ему удобно. Если кто-то захочет постримить, напишите, я вырублю. Там или колбаса зайдет, или СНЗ, или Ямато, или кто-нибудь еще. При любом раскладе лучше брать шрап, если она дешевле 101%. Поэтому все шрап ищут. А если ты сам крафтишь шрап, это невыгодно. Дориме, инфернео, ларилера, дориме, амено, амено, лансире. Дориме, инфернео, ларилера, дориме, амено, амено, лансире. При любом раскладе лучше удалить. Ну что, может быть, вам пощекотать нервы, скачать PUBG, но я в PUBG играть особо не умею, сразу говорю, как и в танке. У меня тактика дурная, я все время бегу в центр карты, в центр круга, стараюсь бежать первым. Со всех сторон мне потом наяривают. Ну, поэтому я не хочу играть, себе нервы портить в том PUBG. Там слишком все, не успел вылезть. Но у меня некоторые видосики есть, как я тоже рвал на бусте, у меня там записаны ролики. Если в плюс крафтишь, выгодно. Ага. Ну, крафт шрапнели, я не знаю, как там они шрапнели крафтят. Там что там нужно для крафта шрапнели. По-моему, для крафта шрапнели только лимитные чертежи идут, если я не ошибаюсь. Только лимитные чертежи. Там, по-моему, нужно эксплозив и какое-то масло. То ли адреналин, то ли еще что-то. Я не помню, честно. Я никогда не крутил шрап, поэтому не хочу людей вводить в заблуждение. Что там при шрапе нужно? Можно, конечно, поискать информацию, посмотреть, поспрашивать. Но я пока не интересовался. То есть, если ты охотник, и у тебя никогда не хватает шрапа, ты всегда можешь его себе накрутить и пойти стрелять. Это было бы, конечно, прикольно. Анализ здесь неплохо пока сыпет по 0.5. Пока неплохо анализ здесь дает. Анализ
Хороший скилл вроде, если я не ошибаюсь. И анализис даже скилл качается. Как иностранцы заходят, да, они не понимают, что мы все лес рубим, блядь, бегаем кругами здесь по 2-3 часа, думают. Лол. Работы пока нету, что делать? Приходится пока постримить, вас порадовать. Радиоэнтропия с диджеем Волонисом. Без всяких проповедей, без ничего. Hello guys, Nightbot. Think about what's going forever, stop spamming emoji. Я начинающий крафтер, мало что могу сказать. Но все-таки получается, ты крафтишь, да? А что ты крафтишь, если не секрет? Какие-нибудь эксплозивы? Нет, первые. Я первые эксплозивы крафтил раньше. Сейчас потише сделаю музыку чуть-чуть. Я первые эксплозивы крафтил. Сколько я их накрафтил? Я не помню, честно. Вот. Гренадер у меня как Гарденер, я не знаю, что такое, это 17. И структурал инженерок 16. И механикал инженерок 13. Все, больше я. Ну, я чинил эти. Чинил. Да ладно. Надо смайлики. Это просто бота ругается. Можно вообще его вырубить, бот. Топ-спам. Текстурщики крафтишь. Понятно. Интересно, какие. Чтобы вот такие штучки, да, можно было делать. Молдавит кристалл. Лизер Елизия кристалл. Текстурками занимается. Так же, как и этот, по-моему, да? Закидоша, с вами Закидоша. Пойдем сегодня майнить на 35. Так как я хантер, шкур много всяких. Ага. Ну, тоже полезное дело. По-своему интересное и необычное. Шкурки, это хорошо всегда. Шкурки можно пускать на благое дело. Как бы кожицу сдублили и отправили на этот станочек. Ее разровняло там. Получили прекрасную текстурку. Ну а что мне с этими штучками делать? Я их купил, потратился на них. Приходится теперь отрабатывать, так сказать, 5 часов на 30. Да, были у меня 5 часов, я уже их всех постирал. Не берите 50% на 1 час, невыгодно. Лучше брать 30% на 5 часов, если вы покупаете. Или на 5 часов 5 часов, 50%. Или 100% там 5 часов. Ну, это дорого уже. Хочу еще камнями заняться. В смысле камнями? Типа дзен, что ли, ловить, что ли? О, камнями. Зачем тебе камни? Для чего не нужны камни? Навоз, камни. Что с камней можно построить? Типа дом какую-то, хижину или что? Ну, это единственный бот, который работает. Я не знаю, я нашел его случайно, чат-бот. Его там можно настроить, чтобы он не ругался часто. Он так пока находится в тестовом режиме. Текстуры с камней. Нифига себе. Это что за каменная кожа? Это интересное кино. Ребятульки, я вам сейчас скину в чат на Твиче. Посмотрите по ссылочке. Эти текстуры по сколько можно продать? Там текстуры есть. Они 100 кликов у них есть. Они лимитные текстурки. Одну текстурку за сколько можно этот чертеж продать? За 3 педа, за 5 пед можно продать? Или никто не купит никогда эти штучки? Сейчас я проверю, у меня вообще чат Ютуба работает вообще или нет. Или сдох. Да, работает чат, слава богу, чат на ютубе работает, если что. На ютубе, но опять почему-то смотрят, а вот хаг нашел. И сюда. А где он?
Только же был, фу. Текстуры с камней. Интересно. Там просто на VK Play Live для стримеров есть определенные бонусы, определенные месяцы. Там нужно стримить, нужно делать рейды целую кучу на разных. Там какие-то задания даются тебе, и кто выполняет, 100 тысяч дают, 50 тысяч, 30 тысяч и так далее. Ребятулечки, кто хочет постримить, я могу, если что, перекинуть вас. Если никто не захочет, и мы потом уйдем, тогда я перекину на какого-нибудь иностранца. Ему там мало человек смотрят, ему приятно будет. Радиоэнтропия, диджей Авалонис. Так, интересно, мы сегодня возьмем 25-й лутера или нет? Еще долго. Очень медленно качается. Очень медленно. Очень гигантская медленно. Так что, закусив, как говорится, удила, идите вперед, несмотря ни на что. К своей заветной цели. А лучше пользоваться не целью, а именно моментом прохождения к этой цели. Получать удовольствие именно от самого пути к этой цели, а не достигнув этой цели. А то сейчас подумайте, что какой-то коуч пришел по энтропии. Авалонис коуч. Коуч-тренер энтропии. Первый курс по энтропии для новичков, допустим, да, там 10 тысяч евро. Для иностранцев. Как правильно рубить, где рубить, сколько рубить. Идиот. Террамастер, Террач. Слушай, как хорошо, слушай, блядь, прям в прямой доступности. Одно удовольствие рубить деревья, когда они находятся в прямой доступности, а ты можешь заниматься пока другими делами, пока мониторить. Я вот пока рубил, я просматривал другие стримы, читал, что там делал, передачки смотрел разные. Но очень много мусора, конечно, поэтому я выборочно смотрю. Мне нравится тема Второй мировой. Я когда ничего не знал, смотрел передачу «Вторая мировая» день за днем. Ну, там, конечно, своя информация. Сейчас еще одну нашел передачу про Вторую мировую. Сейчас тоже ее посмотрю вообще, как все начиналось. Оказывается, все начиналось с Первой мировой войны, и потом дошло до Второй. Так что там много разной информации. Правда, эту информацию я не могу в карман положить или на хлеб намазать. Ну, что поделать. Как надо выживать. Заполнять, так сказать, свое пустое пространство звуками. Я тоже вас долго мучить не буду, потому что здесь никакого контента у меня, к сожалению, нету. Может, кого-то поинтереснее, там, кто там хантит по 3-4 часа алкостримы делает, но это их дело. Мы такого пока не делаем. У нас немножко пока другие цели и задачи, так сказать, здесь. Это тоже как бы работа, своеобразная работа. Это никакая для меня не игра. Я никакое здесь как бы особого удовольствия здесь не получаю, допустим, как других там интересных мор увидеть, где-то еще. Здесь у меня как бы вот чисто механическая работа, тоже как на камере. Иди, сделай это, туда, пойди сюда, сделай то. Все. Больше у меня как бы здесь ничего делать мне не надо. Я вот знаю, что нужно найти дерево и нажать на кнопку. Все, больше мне здесь ничего делать не нужно. Но я это делаю своими руками. Тяжело, ну что поделать. Благо у меня механическая клавиатура, здесь все пофиг. Единственное, что хрупкие эти зажимы. Вот зажал и сидишь, кайфуешь. Закрыл, дзен ловишь секунд 10. Когда шик проходит, звук,
Можно открывать глаза и дальше работать. Все. Или не все. Медленно очень рубить, медленно. В принципе, конечно, можно было полететь на сирену и закупиться ножами, которые быстрее рубят. Но в чем прикол? А прикинь, ножи, они не работают в другом месте, а только на планете привязаны. И ты пойдешь рубить с этим ножом, на Кали прилетишь, ты не сможешь рубить. Ты только имеешь право рубить этим ножом на сирене, на этой планете. Есть такое интересное или нет такого? Hello, guys! How are you? Nice to meet you, Captain Knossos! What? I don't speak English, sorry everybody. How are you? You from? In wood timing, wood game. Skill bonus, everybody, skill bonus. 5 here. Wow. Пипер? Что за пипер? Где пипер? Какой пипер? Что такое пипер? Рипер. Прикольный музончик. Мне вот такая нравится музыка электронная. Не супер там тяжелый рок, хард крутой там, а нож. Да. Yes. Limited item cannot. Если бы он еще хп качал бы, хо-хо, тогда да. How many did burn on daily basis? What? One second, please. What is писем, он говорит, отправлял ежедневно. I don't understand, sorry. What? How many letters did you turn on daily basis? 0. Сейчас, тихо. What kind of letters are we talking about, buddy? What kind of letters are we talking about, buddy? О каких письмах идет речь? Какие письма отправлял куда? Ну, мне так перевело. I'm Russia. I'm sorry. I don't speak English. Please, Google Translate Russia, English. Okay? Translate Google. Thanks. What kind of letters are we talking about, buddy? Музончик нравится мне. Great music. I liked great music. Мне нравится хорошая музыка, да? I like to great music. Я правильно произношу или нет? Ну, я в английском троечник, так что уж простите меня, пожалуйста, за мой английский. Hello, guys. How are you? Nice to meet you, everybody. Больше ничего не знаю. What's your name? You from знаю. И больше ничего не знаю. Есть очень крутой учитель по английскому. Бесплатно уроки. Куча уроков в Ютубе. Просто невероятная куча. Сколько топоров ты сжигал ежедневно.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. День, сколько топоров? 5, 9. 5, 6. 5, 6, 7. Скилл, боус. Во, 290 очков зафигачило, нифига себе. Yes. 10, no. 7, 7, 8, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, сейчас, ну, за 5 часов я не знаю, сколько я могу сжечь. Скилл бонус. Здесь чем удобно, то что можно выйти и скилл не горит. Удобно. No, sorry, не от навык. Skill, no skill. Little skill gain. Genetic skill. Experience. Geology skill. Analysis. Alertness. Resource gathering skill. Big skill. Good big skill wood. Я не понимаю, что он хочет. Я, короче, я логику сообщений не могу понять людей некоторых. К сожалению. I don't silk ledgel no smile smell wood. I search smell wood. Hook is smell. No smell. Fuck. No smell. What? I search smile wood. Fucking ledge tree, ledge tree, ledge tree. Как будто они все исчезли, смотри, как будто мы все срубили. Oh, smile. Oh. Анализ skill good. 0.5. 0.5. Sell skill good? Yes. Good game. Bonus skill offline. No skill time close. Закрывается время, когда... Oh, mine. Oh. Походу, это говно никому не нужно. Sell skill good. Sell skill, no sell. I'm like to skill, no sell, sorry. I'm noob. Noob. No skill. Noob. Noob. No skill. Little skill. I'm big wood. I'm search to small tree. Маркап. О, слушай, если он у меня до этого брал по 140, он, наверное, хорошо минуснул на мне. Потому что много раз он у меня покупал по 140, сейчас, наверное, по 120, наверное, будет брать.
То совсем упало в цене, походу, марка падает, совсем падает. Ну кто это делает, вот такие вещи, объясните мне. 134 педа. Ну вроде как бы график растет, но все равно странно. Так. Бля, смотри, ни одного, слушай, дерева нету. Смал. No small, fucking crazy. No small. Лол. I'm tic-tac. No small. Oh, big small. Короче, одни и те же деревья, одни и те же, все по кругу, по кругу. Киркл, киркл, begin киркл, wood, 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 wood. Я занимаюсь сбором урожая уже довольно давно. Поверьте мне, это хороший производитель пет. Окей. Good. Yes. I'm... Бар... Как там называется эти штучки? Good. I'm pet. Food pet, да? Food pet. Food pet. Вот. Чик-чик. Food pet. Thank you very much. Сбор урожая. Yes. Okay. I understand. Знаю, да, если ты будешь урожаем забирать урожай и потом будешь майнить, у тебя получается потом будет неплохо. Ты майнишь определенный ресурс, по-моему, sweet stuff, если не ошибаюсь. Sweet stuff and fruits и good food pet. Good food pet. Ням-ням. Good food pet. Ням-ням-ням-ням. Окей. I understand. Естественно, один из самых востребованных скиллов. Это какой? Лутер? Лютер Мартин Кинг или кто? Это подтормаживает у меня 100 градусов. О, 64 NVIDIA. Ну, нагружается нехило. Ребятки, кто хочет на стримчанский? Ребята, никто не хочет на стримчанский? Никто не хочет? Все молчат. Ты как партизаны. Слушай, а походу нету деревьев. Все, закончились, прикинь. Одни лерджи, смотри, вот кому-то западло одни лерджи. Сколько он смал нашел? Он самый. Амено, амено лансире. Так, сейчас, секундочку, продолжим. Я отвлекся на минуточку. Time out, 1 minute, please. И что нужно сделать? Не понял. Давай письмо напишем. Но спам? А как с вами связаться, блядь?
Заказать звонок мне не надо. А где ваши контакты? Мейл. Как-то подозрительно. Ага, сейчас посмотрим вот так. Давай так. Нет, а так тебя не видно. Понятно. Так тебя не видно, странно. Так, сейчас, секундочку. One second, please. Так. Так, сейчас я подойду. Сейчас яблочко возьму и подойду. На лень идти на перерыв, поэтому мы довольствуемся яблочком. Такое ощущение, что у нас здесь дров больше не наблюдается. Опять бежать я по кругу не хочу. Пойдем туда, но там, блин, зараза, обезьянки нас будут кусать больно. Ну, бля, смотри, одни лерджи, ё-моё. Смотрите, одни лерджи. Просто жопа. Все мы вырубили, короче, и одни лерджи остались. Нафиг здесь тратить время, не хочу я здесь. Когда они подрастут. Если я буду этой пилой рубить лерджи, я один раз срубил все подряд. У меня все исчезло. Ничего не осталось у меня. У меня получилось, в общем. Лучше так не делать. Расположим это все на склад. Ого. Что-то добавнуло на 705. Айтем. Hello Fame. Сперва сюда мы прыгаем. Прям там складируемся. И телепортируемся в другое место. Потому что там вообще нету почему-то. План. Все, вот сюда. Прыгаете.
И вот бежим вон туда. Без брони. Что у нас горит? Если у нас горит, то нам нужно идти туда. Так, если никто не придет, тогда сделаем рейд. Потом на кого-нибудь не из наших, если наш никто не придет. Если Серг зло не хочет пойти постримить. Вот дает 9. Genetic Skill дал. И 0.3 ресурс гачерик. Ну, ресурс уже мало дает. Он до этого мне хорошо давал. Не знаю, правда, с чем связан генетик. А здесь вот хорошо деревья есть. Здесь самое милое место. Правда, здесь много ботов, этих всяких мобиков. Но можно их обходить стороной. Можно не стрелять в них. Аккуратно. А вот еще прямо здесь вообще шикарно. Но это деревья одни и те же, просто там березки, здесь бамбуки. Такой вот ботанический сад, так сказать. Сейчас, наверное, темно у нас здесь, да? Сколько у нас время показывает по системе? 03:30 сейчас ночи. ПЛП. Лимитка. Так, ларж нам не нужен, вот смал нам нужен. Это не то, это не то. А это что такое, ребята? Кто это знает? Что это такое? Гирофаб. Что это за ерунда? Что это за фигня? Она ездит, что ли? Или что это? Для чего она нужна? Или это какой-то ХП дает? Не понимаю я. Что это за фигня такая, ребята? Серж 90 эффективностью лутает, Евгений говорит, вдвое больше маркапа и чуть чаще, да, редкий лут. Вдвое больше маркапа. И что? А? Ай-яй-яй! Не бей меня! Тебе ничего плохого не сделал! На меня напали! Помогите! Убивают! Ай-яй-яй! Больно! Кыш от меня! Кыш противный! Не видишь, я рублю занят! Ну, у него пушка, я не знаю, за сколько он ее купил. 70-80 тысяч лет, я не знаю. Хорошая пушка, наверное, уже себя, я думаю, она купила за год-два. И плюс он качается неплохо на ней, да что. Такая пушка, мечта любого нуба, здесь так сказать. Он себе может позволить пилить лес. Нет, дело не в том, что пилит лес, он просто говорит, что в плане том, что он слишком поздно начал рубить лес. Если бы он начал бы рубить лес гораздо раньше, то тогда бы он сэкономил кучу пет, потраченных на охоту. Потому что больше скиллов дает рубка. А так как... Поэтому, говорит, чем раньше, говорит, вы начнете рубить лес, им просто, говорит, на начальном этапе, на вашем нубском левеле, быстрее будет получите те скиллы, которые вы, допустим, при затратах в 10 раз больше на ханте будете получать. Или это обман? Нас ввели в заблуждение. Сваливаем. Не, ну это тоже маньяк, тоже рубил лес.
Но он пару месяцев рубил, так же, как и я. О, видишь, биологи сколько дает? 0,84. Ну, еще неплохо. Главное, чтобы они на меня не сагрились, вон те обезьяночки. А то они любят меня иногда больно покусывать. Так, он очень близко находится к ним. Очень близко, очень опасно. Он раньше бы начал больше лута. Он раньше бы начал больше лута получать. Что может быть? Спорь. Все может быть, дорогие мои. Все может быть. И не переживать. Каждому свое. Он тогда уже давно играл, уже накопил. И захотел уйти с майна на хант. И нашел пушку, повезло, он купил, может быть, не такую дорогую. Потом протирил ее. А я трачу. Мне не жалко. Они такие, что? Что происходит? Кто это? А? Ты как мог? Мы же только что тебя убили. Эй, братишка, он был мертв, только что был мертв, посмотри. Он восстал. Бей его. Это не человек. Это отлично, но важно. Но без пушки и баланса это может тебя обанкротить. Ну, согласен. Видишь, он говорит, у меня было недавно, говорит, 3 педа говорит, оставалось. Все говорит, было в продажах. Но он крутит. Кодекс равняет. Но когда он играет в плюс особо, то ему уже, в принципе, пофиг с таким лутом, как говорится, с такой пушкой. Бить можно, в принципе, кого угодно. Там все равно тебя где-нибудь, да, подравняет. Так что это особо не влияет на баланс, так сказать. Тебя будет держать все время, ну, на нуле или в плюсе, так сказать, и все. Ну, да, без пушки и баланса соси болт. А если у тебя есть пушка, а нет баланса, тоже соси болт. А если есть баланс, но нет пушки, странно, да? А так, естественно, может обанкротить меня. Это я все понимаю. Поэтому я и не иду на охоту, так сказать, на того моба, которого я не знаю. А чтобы равнять полоски, ну, я до этого пока еще не дожил. Или не дошел до этого. Конечно, может быть, эффективность это плацебо, с одной стороны, может быть, я не знаю. Но, с другой стороны, можно по практике все это посмотреть, исследовать, поюзать, пощупать, пострелять, посмотреть, как так падает и так падает. Взять пушку с 70% эффективностью и с 30% эффективностью и посмотреть, как это выглядит. Такая пушка, как у него, не равняет, если только на мелких мобах до 10 левела. 120 тысяч, ни хера себе, 120 тысяч пет. 12 тысяч долларов квартиру можно купить, ё-моё. Ну, видимо, да. Но он не бьет же десятых мобов. У него всех там лупит. Кроме даспов. Но он аккуратно играет. И все. Знает, что стрелять, где стрелять, когда стрелять, для чего стрелять. Вот и все. Все упирается в знание. Так сказать, знание, сила. 120 тысяч это очень дорого. Если бы у него дамаг был бы 100, 150. А так, конечно, можно ее разогнать энхансерами. Половина на крит пустить, половина на увеличение урона. Но зачем дергаться? Аккуратно надо идти потихонечку и все. Такие пушки дают стабильно в среднем, если в волны не попадать. Какие пушки дают стабильно
Средним, если в волны. Гневаны. А если попадешь, что будет? А что будет, если попадешь в вольну? Будет больно мну? О, нашел. Ага. Хитро. Потом догонит, потом и еще раз отдаст. Ага. Ой, туда уже опасно идти, там куча мобов тебя ждет. Они тебя сгрызут. Нет, туда лучше лезть не стоит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оп! Да, мы не пойдем, там их слишком много. Еще одна особенность высокоэффективных пушек. В смысле особенность высокоэффективных... Ай-яй-яй! Это большой гвардиан. Это злобный попу. Например, моб стоит 5 пет, просаживает до 100 пет и пытается миниками выровнять. Ах, вот оно что. Хотя я, по-моему, куда-то не туда, ребята, залез. Сейчас будет больно. Интересно, как долго они будут меня преследовать, интересно. Будут меня преследовать сейчас или нет? Если я с поля зрения ушел, то они не преследуют, получается, все. Если с поля зрения я ушел, они перестали преследовать, я их не вижу. А может и бегут, хрен его знает. А с обычной пушкой такое очень-очень редко. О, там я хук нашел. Вот хук нам надо попилить. Хук я люблю рисковать. Пускай меня сожрут, но я хук хочу попилить. Быстрее беги! То есть ты уже примерно видишь, что миник или глоб будет. Ай-яй-яй! Нет! А дайте попилить! Попилить! Ай! Сука. Миники, глобики, глобики, миники, миники, глобики, глобики, фоф. Миники, глобики, 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 фоф. Бог. У него пушка хорошая, да, поэтому приятно. Ну что, еще раз рискнем туда? Такая бандура, блин. Че крутится, походу.
Так, ну здесь, думаю, мы справимся с этим нубиноидом. Не. Он больно бьет. Однако ж, неприятный мобикус. Он больно меня покусывает. Мне нужно с ним совладать. Еще порубить деревца. Я куда бежишь? Вот нормально, 0,9 дает еще. 0,9 дает генетик скилл. Еще это очень хорошо. Это почти единицу генетика дает скилла, неплохо. Пускай будет. Лишним не будет. Да куда ты бежишь, блядь? Вот здесь где-то у тебя было. Hello guys, nice to meet you. Так, здесь уже опасно, бебезьянки вокруг. Они могут тебя сожрать и отправить на пост, а я не хочу тратить время туда-сюда бегать. Поэтому мне иногда приходится, зараза, от них отбиваться, они еще двигаются очень так вот. Так, все, отлично, уходим отсюда. Здесь больше вроде ловить нечего. Так, дров, оп. Так, ну там обезьянки 2 штуки. Туда не пойдем, пойдем вот сюда. Здесь вроде вон там одна есть и все. Да, можно месяц, 2, 3 посвятить сбору фруктов, но фрукты появляются не просто абы как бы где, они возле тебя просто появляются. Ты можешь в игре просто стоять, ничего не делать. У тебя может просто около тебя шплёк и появится в определенный час фрукты. И поэтому просто ты собираешь его и все. Нет, допустим, определенных мест, там, где они спавнятся сутками. Просто возле тебя появляется фрукт, ты его забираешь. Бамбу всякие. Потом свитстав копаешь и делаешь маркапную, в принципе, жрачку и еду. Опять-таки, этим нужно заниматься, это нужно любить. И посвящать это всему свое время, так сказать. По-другому здесь никак, к сожалению. Если ты там не твинкобот. Так, мы этого трогать не будем, а вот сейчас он будет трогать нас. Сейчас он нас увидит, задний ход даст. Сейчас триггер сработает. Опа! Пускай бьет, пока у нас хп полная. Evade. Evade. Пускай, ребят, срубит дерево. Все. Теперь переключаемся на фалькату. Такая ерундовая, но иногда в таких вот мелочевых ситуациях просто выручает и все. Так, а здесь мы можем срубить аккуратно? Вроде здесь нет никого. Здесь хорошо. И много маленьких деревцев. Нравится мне эта местность. Может, где-нибудь еще можно поискать деревца, но там, видите, есть, в принципе, деревца есть, где циклопы. Они, в принципе, тебя не могут убить быстро, так что можно, в принципе, бегать где циклопы и тоже одновременно на них квест брать. Но он не очень интересный квест. Каждый день убить такое количество циклопов. О, Хуг мы увидели, отлично. Потом к ним пойдем, к Хугу. Сейчас пока аккуратно здесь посмотрим. А потом пойдем к Хугу. Так, здесь уже опасно. Ой, слушай, смотри, как сагрился, как далеко, а. Ну иди сюда. Игуария. Так, по работе пока глухо, ничего пока в понедельник нету, все отдыхают.
Сейчас еще один сагрится. Вот этот вот. Злобный папу. Или он уходит? Давай, уходи, уходи подальше. Меня нет вот здесь. Уходи дальше. Отлично, он ушел. Здесь можно еще и хилку подкачать немножечко. Чуть-чуть. Аямба. Зоология 0.8 пока лупит нормально. Как у нас будет 0.1, там 0.2 зоологии, можно сваливать с руки, уже делать нечего будет. Копейки будут сыпаться. Пустая трата времени уже точно будет там. Пока сыпет, пока сыпет. Ну, короче, то, что скажу, что без бонусных фиговин деревья лупить это слишком медленно, долго и скучно. А когда у тебя есть вот такие штучки бонусные, то, в принципе, можно пока продавать в ТТ дрова, если никто не берет, кроме длинных. И опять покупать и качать скиллы. Пока они идут. Ну, это кому не лень. Поэтому я особо долго, как говорится, не выхожу в эфир, потому что особо показывать-то нечего. Я там другой ни во что не играю, кроме энтропии. В онлайне, так сказать. Для разнообразия можно было, конечно, в Lineage пойти 2, но я там ничего не знаю, не понимаю. Говорит, там у меня есть персонаж старенький, но ничего не знаю. Что там делать, как делать, куда нажимать, что делать, кого-то бить. Поэтому сидим на попе ровно, так сказать. Так, эту тоже пилу стерли, да? Отлично. Вот еще пилка. Так, что у нас здесь? Сейчас зайду на один сайт, проверю. Так, логобук нужен. Какой логобук? Кто вы такие? О, отлично. Секундочку. Сейчас я отвечу. Сейчас, секундочку. Я отвечу. Сейчас. Есть. Сейчас я ответил по работе. Сейчас, секундочку. Так. Кто ты такая? Ага, понятно. Ага. Понятно, лохотрон. Блять, Сейчас, секундочку, такое проверю, компания такая существует или нет. Так, пока обезьянок нету здесь. Сейчас проверим. О, что-то нашел. О, отлично. Сейчас я им напишу. Так, сейчас подойду, там стучат.
Молодец. Там можно взять пироженку в холодильнике. Только руки помой. Это пятерка. Значит 10 рублей там в копилке. 10 рублей мало? Ну тогда извини меня. Сейчас, секундочку, я напишу. 500 тысяч, но я не миллионер. Сейчас я напишу кое-кому. Так, все, сейчас еще дальше посмотрим немножко. Так. Необходим логотип и фирменный стиль. Бюджет 1500. Да. Какие же вы нищеброды, сука, а? Так, сейчас еще раз посмотрю. Требуется на вида. Логотип показать. Табло. Сничес. Так. Идем искать дальше дрова. Блин, ну здесь, конечно, опасно. Сейчас опять. Ушел? Hello guys, how are you? Nice to meet you everybody. How are you? А сейчас вообще ничего не дал. Ни одного этого не дал. Зато лут срубили. Так, ребятушки, кто хочет стримить, давайте пишите в личку куда-нибудь. Мы можем сделать рейд, если что. Марк, принеси, там яблоко половина отрезанного лежит. У меня сегодня разгрузочный день, на яблоках сижу. Так, вон там был где-то хук. Туда бы вернуться бы хорошо. Вот он хук. Надо его завалить, этого. Нет, там было порезано, по половинке лежит. Посмотри внимательно. Большой такой не надо. Так, где здесь хук? А где хук? Ага, вдвоем на меня напали, ладно. А я особо-то много не ем в день. Я же не вешу ни 80, ни 90 килограмм, ни 100.
То, что есть, я ем. То, чего нет, я не ем. Яблоки там есть, яблоко поем. Банан есть, банан съем. А что прямо там с ума сходить там по еде особо. Нет такого пристрастия, чтобы... Но раз в 3-4 месяца можно там ролл заказать и все. А так, что каждый день ролл нет. Ну и детей повезти в пиццерию. Вот же он. Прямо под носом, зараза. Это не тот, которого я не допилил. Как хорошо. Не сюда. Не сюда, дурак. Да не сюда, мать твою. Да не сюда. Одни лэржи опять. Ё-моё. Опять смал потерял. Ага. Так, короче, если никто не хочет... О, этот пришел. Дональд Бульдро Вильсон пришел стримить. Идем к нему на канал. Этот, у него бонусы. У меня уже 15 тысяч, наверное, накопилось. А, он в это играет. Свое Диабло 4 играет, казуал. О, сейчас опять у меня будет 14,9 баллов у меня. Сейчас будет 15 тысяч баллов. И еще могу один заказать. Но пока его нервировать не буду. А то он офигел. Я недавно у него заказывал на 30 тысяч баллов. За 14,5 педов продал вот такие штучки. Но, правда, не 0 было, а другие. Помощнее. Плюс у меня еще 2 штуки такие валяются на Рактропе. Я их не продал. И я сейчас его нервировать не буду. Не знаю, можем к нему пойти, в принципе, рейдануть. Кто любит Диабло. Или пойти к этому шведу. У него там 14 человек смотрят, а Дональда всего лишь 4 человека смотрят. Так, сколько у нас... Стрим длится 4 часа. Просто охренеть. Боже, 4 часа. Ну, видишь, я включаю эти бонусы. С чем вот единственное удобно, я вышел из игры и бонус перестает у меня работать. Шикарно придумали, молодцы. Вот это и жирный плюс. Скилл у вас работает, вы из игры вышли, скилл не работает. Зашли в игру, скилл работает, классно. Это мне нравится. Так что сейчас еще немножко постримим, потом мне надо будет отойти будет. Шмотки отнести, надо будет прогуляться заодно. А потом увидимся, я не знаю, или поздно вечером уже, или я не знаю когда, потому что пока я не знаю, что стримить мне. Киберпанк вряд ли кто будет смотреть у меня, потому что все любят энтропию, 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 все у нас энтропийцы здесь. Есть трезвые энтропийцы, есть полутрезвые энтропийцы, есть не совсем трезвые энтропийцы. Ну, у всех свои, как говорится, цели и желания. Каждому свое. Так. Я думаю, 4 часа немножко порубили, думаю, хватит. Много слишком тоже. Сидеть можно сойти с ума в онлайне. Главное это общение, главное это обмен информацией, хотя бы какой-никакой. Чтобы не зря было просто проведенное время. Это отдельное спасибо, кто приходит. Кто слушает радио диджея Волониса, нас мало, но мы в тельняшках. Наша цель там не стать сверхзнаменитыми стримерами, а просто стримить для души,
для удовольствия, для тех, кто приходит, для нас, как старичков, кто здесь есть. Но я так и не понял, кто меня там попытался клонировать мой ник. Кому-то заняться нечем. Смотри, здесь вообще нету ни одного дерева нормального нету. О, один есть, смал. Сейчас дорубим его. Пойдем потихоньку закругляться, а то уже может кто-нибудь еще из наших подрубится, может перекинемся. Пока вроде из наших никого я не вижу. Ни колбасы, ни Яматы, ни СНЗ. Никого нету. Ни Килмана нету, ничего нет. Да, и мало будет рейдов. Хотя бы 3-4 человека уже приятно ему. Ага. Такая, здравствуйте, Авалонис. Меня зовут Знаменитость. Нет. Зачем для христианина какая-то знаменитость? Просто делаем то, что умеем делать, и все. Просто в прямом эфире. А стримить все подряд, как некоторые там стримят Starfield, стримят, потом всякие прикушки стримят. Ну, они, наверное, стримеры. Целыми днями дома сидят, вот как я, но они не фрилансеры, наверное, никто. Поэтому они сидят по 5, 6, 7, 8 часов в онлайне, по 10 часов в онлайне, безвылазно из дома, воздухом не дышат. Я вообще не представляю, как там организм справляется с этим. Ой-ой-ой, подожди, когда я хотя бы дорублю-то, ты не спеши меня бить. Все исчезло? Или нет? Сколько здесь деревьев-то, посмотри, он рубит и не кончается. Посмотри, что творится. Все. О, хорошо, кританул. А что, больше уроки не задавали никакие? И все, и больше, и все, уроков больше нету? А что там надо делать? Ну ты пока можешь черновик сделать, что ты не знаешь, просто хотя бы как тренировка. А в 3 часа я тебе дам. Да, нет, я просто слишком поздно начал стримить для этого, поэтому уже у каждого своя аудитория, и никто не хочет покидать свою аудиторию. Уже люди привыкают к этим, привыкают к тем, привыкают к этим. Просто у каждого есть, допустим, свой стиль, игровой мир, допустим, у кого-то Lineage игровой, у кого-то игровой вот энтропия, у кого-то там PUBG, кто-то в PUBG постоянно стримит, у него там свой контингент есть, я не знаю, что этот стример придет в 7-8 вечера, и все. Ох, сколько белоты. Так что мы не будем тоже наглеть, дадим и другим тоже постримить, и особо не переживайте. Всем спасибо за просмотр. Сейчас мы сделаем с вами небольшой рейдик на коллегу по цеху, который, правда, сейчас стримит кое-что другое, но у него очень много плюшек по этому. Так что приготовьтесь. Приходите еще, не болейте и до новых встреч.